Космические путешественники. Давайте отвлечемся от красот и загадок Вселенной. В этот раз цель нашего полета будет более прагматичной. Мы поищем себе на просторах мироздания второй дом. Не беда, что нет каталогов с описанием и точной визуализацией подобной недвижимости, и риэлторы ничего не предоставят нам для прямого осмотра в такой дали. Их вполне заменят ученые, которые уже предлагают подходящие для колонизации небесные тела и даже варианты там жилья. Как вам жизнь в космической бочке? Или путешествие между звездами и галактиками в космическом трейлере? Впрочем, не спешите с выбором. Познакомимся с объектами поближе, тогда легче будет все решить. Мы не первые, кто интересуется подобными поисками. Издавна люди мечтали обрести второй дом где-нибудь в глубинах космоса. Глядя на звездное небо, они представляли, какой богатой и свободной может стать их жизнь на какой-нибудь плодородной планете. Но сейчас колонизация из романтических грез превращается в насущную необходимость. Войны, глобальные экологические катастрофы, неконтролируемый искусственный интеллект представляют огромную угрозу человечеству. Конечно, еще больше истощатся ресурсы. Это не только усложнит бытовую жизнь, но и остановит научно-технический прогресс. Например, наверняка можно будет навсегда попрощаться с космическими полетами. Они ведь пожирают массу энергии. Такой роскоши человечество себе позволить не сможет. Вот тогда люди будут с тоской смотреть в небо и пытаться покинуть Землю на любом летательном средстве, даже совсем не подходящем для перемещений по космосу. Чтобы в один прекрасный день не пришлось наспех паковать чемоданы и бежать с Земли неизвестно как, ученые ищут нам вторую альма-матер. Предложений очень много, и каждая имеет свои плюсы и минусы. Скажем сразу, в пространстве пока не найдено двойника Земли, так что никто не предложит нам космический дом под ключ, и придется каким-то образом адаптировать место проживания к своим самым насущным потребностям. Ученые выделяют два основных способа, как это можно сделать. Перспективным методом считается обустройство поселения, полностью изолированного от окружающей среды. Например, на космическом объекте можно построить город-сад, по сути, огромную искусственную биосферу. Подобного рода строение, согласно самым грандиозным замыслам, охватит всю планету или другое небесное тело, куда мы захотим переселиться. Особенно подходит этот метод для планет с низкой гравитацией, которые не в состоянии удержать собственную атмосферу. В таком городе будет поддерживаться нужная температура на излишне холодных или горячих небесных телах. Для этого внутреннюю поверхность теплицы достаточно, например, покрыть микроскопически тонким слоем алюминия, отражающего инфракрасное излучение. Жилье будет герметичным и находиться под давлением. В городе станут контролировать состав и качество воздуха. Словом, жизнь как в раю. Хотя, какими бы гигантскими и комфортными не были города под куполом, из них просто так не выйдешь погулять по поверхности планеты. Колонистам придется всю свою жизнь находиться в замкнутом закрытом пространстве или появляться на свежем воздухе в герметичных скафандрах. Полноценной жизнью это не назовешь. Изменение окружающей среды до состояния, пригодного для обитания, и терраформирование – другое дело. После его проведения колонисты будут свободно передвигаться по открытому пространству в условиях, близких к земным. Это, конечно, чрезвычайно удобно для переселенцев. Однако метод намного сложнее, чем устройство городов под куполом, и подходит далеко не для всех планет. Очевидно, что на газовых гигантах практически невозможно создать твердую поверхность при современном развитии науки и производства. Технологический уровень для этого должен быть на порядок выше. То же самое относится к планетам с аммиачными ледниками глубиной в несколько сотен километров, множеством действующих вулканов или ужасными землетрясениями. В отличие от этих проблем, подгонка климата под нужды человека несколько менее сложная задача.
Ее можно провести с относительно минимальными затратами. Например, раскаленную экзопланету, вероятно, получится охладить путем наполнения пылью атмосферы, что создаст аналог ядерной зимы, а замороженный мир, наоборот, удастся нагреть путем ядерных ударов в залежи породы, содержащей воду. Тогда в атмосфере окажутся парниковые газы, которые поднимут температуру. Такой же результат даст создание парникового эффекта с помощью солнечных зеркал. Также в некоторых случаях понадобится ускорить вращение экзопланеты вокруг своей оси. Подобную меру придется принять для снижения перепада температур между ее дневной и ночной стороной. После регулировки температурного режима следует приспособить к нуждам человека атмосферу. Необходимая масса летучих веществ может быть привнесена извне кометами, замороженными астероидами или выпарена из ледяных масс на поверхности планеты. Чтобы затем наполнить атмосферу кислородом, придется сконструировать соответствующую экосистему. Нужно выбрать такие бактерии, растения и животных, которые приживутся в первоначальной атмосфере, а затем обогатят ее кислородом и заодно создадут почву. Также возможны комбинации перечисленных вариантов. Какие небесные тела перспективны для возведения закрытых городов или терраформирования? Их астрономы называют немало. Ближе всех из таких кандидатов к нам находится Луна, и ее ландшафт достаточно хорошо изучен. Владельцы лунной недвижимости попадут в мир, богатый ценными ископаемыми – железом, алюминием, титаном. В верхнем слое грунта много редкого гелия-3, который используют как топливо для термоядерных реакторов. Добавим к этому, что на поверхности и внутри Луны, в районе полюсов, обнаружена вода в виде льда, но ее очень мало. К тому же наверняка понадобятся очистительные установки, так как лунная вода может содержать вредные примеси и радиацию. Есть и другие минусы будущего заселения спутника Земли. У него нет атмосферы и магнитного поля, которые задерживают метеориты, солнечную радиацию. Если астронавт будет находиться на лунной поверхности более 100 часов, то с вероятностью в 10% получит опасную дозу излучения. А в случае солнечной вспышки, которая выделяет жесткие рентгеновские лучи, для смертельного исхода хватит нескольких минут. Температура на спутнике тоже не подарок. Из-за отсутствия атмосферы она колеблется от минус 173 градусов Цельсия ночью и до плюс 127 днем. Так что переселенцам придется прятаться в капсулы или купола с искусственной атмосферой и решить, где брать воду и воздух. Их можно доставлять на станцию или синтезировать, однако первый вариант очень дорогой, а второй сложный по технологии. Наконец, большую проблему представляет обычная пыль или реголит. На Луне она состоит из острых частиц и как нанокинжалами кромсает все вокруг. Эта пыль проникает буквально везде, уменьшая срок работы механизмов, а при попадании в легкие пыль становится угрозой здоровью человека. Однако ученые называют множество вариантов ее полезного применения. Они нашли в лунной пыли большое количество газа. Этот слой грунта возник в результате дробления и спекания лунных пород, метеоритов в условиях вакуума, а также ничем не ослабленного космического излучения. Оно состоит из смеси измельченных гумусовых почв, золы, аллювия, скальных осколков, ледяных отложений и других компонентов. Исследования показывают, что кислород занимает приблизительно 40-50% его состава, но газ связан в оксидах, которые входят в состав минералов или стекла и недоступен для немедленного использования. Экспериментаторы уже давно пытаются извлечь кислород из этого соединения, пока что попытки дают неудовлетворительные результаты. Предложенные методы позволяют получить лишь очень низкий выход кислорода или требуют для плавления экстремальных температур выше 1600 градусов. И лишь установка, которую недавно создали ученые из Шотландского университета в Глазго, приблизила все к реальности. Устройство рассчитано на добычу кислорода на Луне в грандиозных масштабах. Сырья хватит с лихвой. Пыль сплошным ковром покрывает поверхность спутника Земли. Ее толщина местами достигает нескольких метров. Специалисты из Глазго успешно выделили кислород из симулятора лунного грунта путем электролиза расплавленной соли. С
помощью данного метода за 50 часов удалось извлечь 96% кислорода, содержащегося в реголите. Кроме того, по окончанию процесса исследователи ожидал бонус в виде смеси металлических сплавов. Таким образом, из 3 тонн реголита можно получить приблизительно тонну кислорода. Для этого на Луне понадобится разместить специальные электрохимические реакторы высотой около метра. Устройства будут работать от солнечных батарей и накапливать энергию в течение лунного дня. Для стабильного и бесперебойного обеспечения энергоресурсами будущей колонии может потребоваться и строительство ядерного мини-реактора. Ученые считают, что такая станция будет установлена на Луне уже в относительно недалеком будущем. И, конечно, специалисты разрабатывают концепции селений, соответствующих условиях спутника Земли. Интересный вариант лунной деревни предложили в Европейском космическом агентстве и Массачусетском технологическом институте. Авторы считают лучшим местом для строительства площадку возле кратера Шеклтон на южном полюсе Луны. Там достаточно солнечного света в течение всего лунного года. Хотите присмотреть себе деревенский домик в том месте? Предложений, вероятно, окажется достаточно. Здания в поселке будут состоять из множества жилых модулей с системами жизнеобеспечения, медицинскими пунктами и инфраструктурой из титанового сплава. В каждом таком доме будут 390 кубических метров жилого пространства и 104 кубических метра технических помещений. Все здания разделят на несколько уровней и соединят между собой, так что ходить в гости к соседям не составит труда. Посмотрим теперь, что могут предложить планеты Солнечной системы. Нас интересуют скалистые небесные тела. Таким является Меркурий. Хотя из-за близости к Солнцу, казалось бы, его следует сразу исключить. Но астрофизики считают, что не все так однозначно. Несмотря на слишком тесную дружбу планеты со своим светилом, полюса Меркурия теоретически покрывают ледяные шапки. Это делает полюса подходящими для основания колонии. Вполне вероятно, что планета станет для людей настоящим Эльдорадо. Меркурий может предложить огромные запасы солнечной энергии. В его почве, по мнению ученых, много гелия-3 и богатой руды, доступной для добычи. Есть там и некоторые земные удобства. Планета имеет большую плотность из-за массивного железного ядра, обладает гравитацией, а также генерирует заметное магнитное поле. Его мощность, правда, составляет всего 1% от земной. Тем не менее, магнитное поле Меркурия задерживает некоторую часть солнечного ветра и космического излучения, снижая радиацию на поверхности планеты. В то же время чрезвычайная близость к Солнцу может серьезно помешать колонизации. Что делать с адскими температурными качелями на планете? Ее дневная сторона раскалена до 350 градусов Цельсия, а ночная заморожена до минус 170. Вдобавок у планеты нет атмосферы, задерживающей солнечную радиацию. В будущем, вероятно, появится возможность терраформировать этот мир. Но на сегодняшний день затея безумно дорогая, и для ее реализации нет нужных технологий. Однако недавно появилась идея, как можно начать колонизацию Меркурия прямо сейчас. Зонды обнаружили на планете глубокие лавовые трубы. Их так много, что сверху поверхность Меркурия похожа на швейцарский сыр. Поселения внутри лавовых труб окажутся естественным образом защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Ничто не мешает нам во время полета присмотреть себе какую-нибудь лавовую трубу по вкусу. Нельзя исключать, что когда-то это станет элитным участком в колонии на Меркурии. В то же время не стоит спешить. В Солнечной системе у нас еще много объектов для осмотра. Правда, у соседки Меркурия Венеры, похоже, все еще хуже. На Венере жарко, как на горячей сковороде. Средняя температура ее поверхности составляет плюс 467 градусов Цельсия. Там практически нет воды, поэтому ее придется добывать искусственным путем. Теоретически воду можно черпать на ближайших кометах и астероидах или синтезировать, например, из атмосферного СО2 и водорода. Ее плотная атмосфера также прикроет колонистов от радиации и метеоритов. Однако густые облака Венеры на 96,5% состоят из вредного для человека углекислого газа.
Большое количество этого газа в атмосфере создает экстремальный парниковый эффект. Отсюда и аномально высокая температура на поверхности Венеры. Атмосферное давление зашкаливает еще больше. Оно почти равно делению на глубине 900 метров под водой на Земле. Самые защищенные зонды живут в тех жестоких условиях всего несколько часов, прежде чем их сплющит гигантский атмосферный пресс. Еще в верхней атмосфере Венеры в результате взаимодействия солнечного излучения с диоксидом серы, водяным паром и углекислым газом образуется серная кислота, и планету заливают ядовитые кислотные дожди, а ветер сносит все на своем пути, достигая скорости 360 км в час. Тем не менее, ученые разрабатывают план терраформирования Венеры. Если, например, венерианская атмосфера получит земной состав, то средняя температура на ее поверхности по расчетам составит около 26 градусов Цельсия. На Земле для сравнения этот показатель составляет 15. Но существует и более удивительная концепция. Она переворачивает все представление об адской планете, предполагая, что Венера скрывает вторую Землю. Правда, не на поверхности, а за облаками. На высоте примерно в 50 километров находится область с уровнем давления и гравитации почти как на Земле. Да и температура там поменьше, около 30-50 градусов Цельсия. Так почему бы не создать колонистам райское жилище в облаках? Давайте посмотрим, какую недвижимость космические риэлторы могут сейчас предложить. Команда инженеров НАСА приступила к разработке концепции воздушного поселения. По плану оно будет выполнено в форме дирижабля длиной 129 метров и высотой 34 метра. Облачное судно понадобится защитить от высоких температур лишь тонким внешним барьером. Дирижабль наполнят кислородом и азотом, необходимыми для дыхания людей. Эта газовая смесь легче венерианской атмосферы, а значит, она поднимет дирижабль в небо и позволит ему парить в облаках. У плавучего небесного города не возникнет проблем с энергией. Ее в огромном количестве дадут солнечные батареи, ведь Венера расположена близко к Солнцу. Этой энергии вполне хватит для всех нужд поселенцев и для охлаждения города. Но вот когда начнется реализация проекта, неизвестно, так что у нас есть время подумать о квартире в дирижабле на Венере, а пока осмотреть другие места. Самой популярной, несомненно, является идея колонизации Марса. И неспроста. Существует много факторов, которые сулят переселенцам успех. Марсианские сутки равны 24 часам 39 минутам, что очень близко к земным. Наклон оси планеты к плоскости эклиптики составляет 25,19 градусов, а земной 23,44 градуса. Благодаря этому на Марсе, как на Земле, существует смена времен года. Правда, сезоны там меняются почти в 2 раза реже, ведь марсианский год длится 687 дней. У Красной планеты также есть атмосфера. Ее плотность составляет всего 0,7% земной. Но эта тонкая паутина дает некоторую защиту от солнечной и космической радиации. На Марсе имеется вода в виде больших и доступных залежей льда. Еще планета богата минералами. Их химический состав намного разнообразнее, чем у других небесных тел вблизи от Земли. Однако не стоит думать, что Красная планета легко дастся в руки переселенцам. На ней есть сила тяжести, но очень маленькая. До сих пор неизвестно, позволит ли она избежать проблем со здоровьем, возникающих при невесомости. Температура на Марсе слишком низкая, в среднем минус 63 градуса Цельсия. Атмосферное давление составляет менее 1% земного. Людям не выжить на его поверхности без скафандров. К тому же состав атмосферы сильно отличается от земной. В ней 95,3% углекислого газа, немного азота и аргона, а кислорода и воды всего лишь доли процента. Да и вода не может существовать на поверхности планеты в жидком состоянии. Даже при 0 градусов вследствие низкого давления она превращается в газ. К тому же жидкость, обнаруженная на Марсе, представляет собой концентрированный солевой раствор. Тем не менее, Илон Маск уже подготовил план колонизации Марса.
По его расчетам, к 2050 году на Красной планете может появиться город с населением в 1 миллион человек и развитой промышленностью. Город предполагается построить под землей или на поверхности под защитными куполами. В НАСА уже провели конкурс на лучший марсианский дом в рамках специальной программы 3D Printed Habitat Challenge. Есть интересные проекты домов в стиле корабля с роскошными каютами и многоуровневой футуристической бочки. Но что если жизнь на корабле или в бочке вам кажется слишком экзотической? Обратите внимание на один прекрасный и более традиционный вариант. Первое место в конкурсе занял проект 4-этажного иглу, жилища эскимосов, адаптированного под условия Марса. В нем предусмотрено множество апартаментов и общественных помещений, соединенных винтовой лестницей. Комнаты спланированы с изогнутыми стенами. По словам авторов проекта, это сделано в первую очередь для создания иллюзии большого пространства. На этом мы закончим осмотр потенциальной недвижимости на планетах Солнечной системы. Остаются или газовые гиганты без твердой поверхности, как Юпитер и Сатурн, или насквозь промерзшие снежки типа Нептуна. Несмотря на это, наш полет по Солнечной системе продолжается. Не будем забывать, что почти у всех планет, кроме Венеры и Меркурия, есть спутники. Мы уже присмотрелись к Луне, которая ближе всего к нашему миру. А как обстоят дела со спутниками других небесных тел? Астрономы утверждают, что в отношении колонизации очень даже неплохо. Есть спутники, которые подходят для создания поселений даже лучше, чем их планеты. Среди таких лун ученые называют Энцелад, Титан, Европу, Миранду, Тритон. Мы остановимся на 2 других лунах и посмотрим, что они могут предложить колонистам. Титан наряду с Марсом сейчас находится в лидерах топа претендентов на колонизацию. Все больше ученых отдают свои голоса за этот спутник Сатурна. Титан по размеру ближе к небольшой планете. Он 10-й по величине объект в Солнечной системе, включая нашу звезду. Его диаметр достигает 1,06 аналогичного показателя у Меркурия, 1,48 лунного и 0,40 раза земного. Этот крупный спутник похож на Землю больше других небесных тел Солнечной системы. На Титане много озер и жидких метана и этана, которые поразительно напоминают наши водоемы. Их постоянно пополняют метановые дожди. Суша покрыта дюнами из твердых углеводородов, внешне сходными с песчаными холмами на Земле. Эти углеводороды способны стать отличным источником энергии для колонистов. От радиации переселенцев защитит магнитосфера близкого Сатурна и азотная атмосфера самого Титана, которая на 50% толще земной. А водяной лед прямо под поверхностью спутника можно использовать для получения кислорода. Правда, на Титане царит ужасный холод. Температура в среднем составляет 180 градусов Цельсия. Но самое удивительное, что колонистам, вероятно, не придется прятаться под скафандрами от лютой стужи. Весь фокус в том, что плотная атмосфера Титана рассеивает холод. Она позволит людям гулять по спутнику просто в теплой одежде и респираторах. А жилье переселенцы могут делать из пластика, используя местное сырье. Ученые считают, что на Титане стоит возводить дома в форме куполов, надутых теплым кислородом и азотом. Если вы присмотрите внутри одного из таких сооружений уютное гнездышко, то, скорее всего, не пожалеете. Пусть под куполом не очень много места, вы будете избавлены от вечной тесноты и скуки. Всегда можно выйти на улицу и оказаться в таком себе Титана-ленде, размером с весь спутник. В нем можно, например, полетать как птица. Слабая гравитация в сочетании с плотной атмосферой позволит совершать воздушные пируэты без помощи каких-либо агрегатов, просто с крыльями за спиной. Если бы Титан вдруг каким-то образом переместился на Землю, то от туристов бы не было отбоя. А на другом гиганте, крупнейшем спутнике Юпитера Ганимеде, вас каждый вечер ждет потрясающее небесное шоу. Ученые считают Луну очень перспективной для колонизации, хотя Ганимед как-то не особо на слуху. Так что пока он не раскручен, самое время присмотреть себе на спутнике какое-то жилье. Вы получите недвижимость в местности, где есть вода,
По мнению ученых, ее много под корой спутника. У ученых есть подозрение, что под поверхностью Ганимеда может скрываться огромный океан. К тому же лед на его поверхности относительно тонкий и легкий для бурения. Очень важно, что Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями часто можно наблюдать великолепные огни северных сияний. Спутник обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя его крайне мало для полноценного дыхания, его можно добавить при небольшом и относительно несложном терраформировании Ганимеда. Кислород и магнитный зонтик каждый вечер обеспечат вам место в первом ряду на ярком разноцветном шоу «Аврор». Да, вам понадобится особо теплый скафандр, потому что на Ганимеде царит смертельный холод. Правда, температуру способна смягчить атмосфера спутника, если она есть, или эту Луну можно слегка подогреть во время терраформирования. И может летать как птица на Титане, любоваться аврорами Ганимеда вместе с колонистами порой будут их космические гости. Речь идет не об инопланетянах, а о жителях других поселений, расположенных прямо в межпланетном пространстве. Идея не нова, ее предлагали еще в 1960 году, но лишь недавно команда ученых из Стэнфордского университета разработала проект современного поселения среди звезд и планет. Оно выполнено в виде тора диаметром в 1,6 километров и толщиной 150 метров. Такой город вместит около 10 тысяч человек. Для создания искусственной силы тяжести его заставят непрерывно вращаться вокруг своей оси. Также предусмотрена защита от солнечного излучения. Город будет иметь промышленную зону для переработки руды с близлежащих планет и их спутников, а выработанный шлак можно сбрасывать наружу. Он превратится в надежный экран от всех видов излучения. В жилой зоне каждому колонисту предоставят отдельные апартаменты, расположенные на разных уровнях. Вся конструкция внутри будет связана винтовыми лестницами. Правда, на этих лестницах люди зачастую будут видеть друг друга вверх ногами и вниз головой. Эффект возникает, поскольку при постоянном вращении города вестибулярный аппарат человека не сможет распознать спиральную форму лестницы. Если вам трудно жить в перевернутой среде и вообще не устраивает полностью искусственное сооружение прямо в пространстве, можно присмотреть там более естественный вариант. Специалисты предлагают приспособить под жилье огромные космические скалы, такие как астероид Веста, диаметром 525 километров. Хотите стать хозяином Небесной горы? Чтобы лучше сориентироваться, давайте осмотрим подобную недвижимость. Ее хотят возвести в рамках проекта «Обитаемый Бенну», названного в честь небольшой скалы диаметром чуть больше 300 метров из пояса астероидов. Согласно некоторым теориям, астероид внутри является полым. Исследования также показывают, что для строительства городов подойдут и многие другие астероиды диаметром от 300 метров. Группа ученых из университета Рочестера в Нью-Йорке разработала иной план превращения небесных тел в космические города. Основная концепция исследователей основана на идее цилиндра О'Нила, вращающейся конструкции космической колонии. Материал астероидов вполне для этого подойдет. Для скрепления конструкции предполагается использовать мегалегкую и в то же время сверхпрочную сетку из углеродных нановолокон. Далее вращение астероида приведет к тому, что под действием центробежной силы камни будут расширять мешок наносетей и уплотняться, что как раз и нужно для строительства жилья. Заодно такой материал отлично защитит колонистов от космической радиации. Астероид диаметром 300 метров может превратиться в цилиндрическую космическую область площадью около 35 квадратных километров. Это примерно размер Манхэттена. И, возможно, когда-то летающие искусственные горы и поселения внутри астероидов откроют перед вами просто фантастические возможности. Есть идея превратить их в нечто подобное космическим трейлерам. При необходимости такое жилье можно будет присоединять к звездолетам и отправлять в далекие миры.
Ну, просто на экскурсию или как временное пристанище для возведения на экзопланетах стационарных городов. А выбор здесь, казалось бы, уже большой, ведь на сегодняшний день ученые открыли более 5500 экзопланет. Только из них нам подойдут лишь немногие небесные тела. Экзопланета, пригодная для колонизации, должна иметь подходящую температуру, какую-то атмосферу и магнитное поле для защиты от радиации, жидкую воду и много всего прочего. Чем больше параметров сходства с Землей, тем лучше. Но вот твердая поверхность – основополагающий принцип. Уже известно достаточно таких миров, и даже создана визуализация 900 скалистых экзопланет. Среди этих небесных тел мы можем найти перспективных кандидатов на заселение. Кеплер 438b отлично подойдет тем, кто любит жить в глуши. К экзопланете придется лететь далеко, в созвездии Лиры, на расстоянии 473 световых года от Земли. Предположительно, Кеплер 438b всего на 12% больше Земли. Ученые считают, что планета находится внутри обитаемой зоны звезды. Значит, потенциально на ней может быть жидкая вода. Но жизнь в тех краях, вероятно, оказалась бы весьма трудной для человека. Средняя температура на скалистой поверхности Кеплер 438b составляет всего 3 градуса Цельсия. Это маловато, хотя лютой стужей не назовешь. Хуже то, что экзопланета вращается вокруг неспокойного красного карлика. Он тусклый и прохладный, тем не менее нередко демонстрирует свой взрывной характер. Супервспышки на звезде происходят раз в несколько сотен суток, и они в 10 раз мощнее солнечных. Снизить губительное влияние этих потоков плазмы может полноценная атмосфера, и сейчас ученые пытаются ее найти. Ждем. Это сильно может увеличить или снизить шансы колонизации экзопланеты и привлекательности ее будущих городов. Впрочем, многие все равно захотят быть ближе к Земле, так что поищем для них подходящие варианты. Например, стоит отметить Рос-128b из созвездия Девы, на расстоянии всего 11 световых лет от Земли. Полученные данные позволяют астрономам говорить о том, что экзопланета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Год на небесном теле длится лишь 9,9 земных дней, но его звезда тоже тусклый холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже солнечной, так что планета получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Исходя из этого, астрономы предположили, что Рос-128b находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса 1,35 земной, а радиус не более чем в 1,7 раза превышает соответствующий показатель нашей планеты. Это означает, что перед нами откроется скалистый мир. Состав и радиус Рос-128b помогли астрономам определить ее отражательную способность и, следовательно, оценить температуру. Результаты оказались фантастическими. Она предположительно в среднем аналогична земной. Мы, наконец, нашли рай для переселенцев, и нужно скорее присматривать здесь жилье. К сожалению, есть нюанс, который способен испортить все. Из-за близости к звезде экзопланета, вероятно, всегда обращена к ней одной стороной. Так что половина Рос-128b представляет собой ледяное царство, а другая — раскаленный ад. И все время из-за разницы температур над ее поверхностью бушуют ужасные бури. То есть, как предполагается, обитаемой будет только маленькая полоса на границе двух полушарий. Однако может оказаться иначе. Если у Рос-128b подходящая атмосфера, то она ослабит температурные качели. Средний показатель составит приятные плюс 20, но сильные ветры все же и при такой модели постоянно будут бушевать на Рос-128b. Хотите слушать их свист, отдыхая в теплых комфортных апартаментах колонии? Тогда вам именно сюда. А если вы видите свой второй дом еще ближе к первому, то подойдет Проксима b, наша соседка всего в 4 световых годах от Земли. Экзопланета живет буквально рука об руку со своим светилом, совершая оборот вокруг него всего за 11 дней.
Ну и Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65-70% потока излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура. Ее средний показатель, как выяснили ученые, на Проксима Б равен примерно минус 39 градусов Цельсия. Но тогда в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода, и освоение этого мира отменяется. Хотя спешить с такими выводами, как уверяют астрономы, не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой в космос. На стороне Проксима Б, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура в темной области предположительно превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых Эксетерского университета и Британского метеорологического института. Данные модели вообще превзошли самые смелые ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат. Вот где недвижимость может стать просто золотой. Или наоборот, не будет стоить ни гроша. Проксима Б вполне способна оказаться жестоким и бесплодным миром. Близкая звезда со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает от светила в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. К тому же, подобно многим красным карликам, Проксима Центавра время от времени вспыхивает ярким огнем, выбрасывая мощные потоки радиации. Правда, как и на предыдущих экзопланетах, спасти положение может густая атмосфера, которая прикроет поверхность от смертельного излучения. Есть ли она у Проксима Б, покажут дальнейшие исследования. Но даже если у экзопланеты нет покрова, можно построить подземные города, куда не доходит смертельное излучение, или же спрятаться от него в водоемах. Словом, варианты для приобретения недвижимости во Вселенной неизмеримо широкие. И если вы подобрали себе во время нашего путешествия что-то по душе, давайте представим, что вы уже переселяетесь в свой второй космический дом. Как все будет происходить? Здесь наверняка можно сказать лишь одно: колонистам придется невероятно трудно в суровых условиях чужого мира. Хотя есть и более благоприятный вариант. Сначала в будущую колонию отправятся зонды, которые доставят промышленных роботов и все обустроят к приезду колонистов. Чаще всего, как мы знаем, предлагается построить на поверхности внеземных тел капсулы с пригодной для жизни человека атмосферой. В этом случае роботы могут возвести сооружение путем синтеза необходимых веществ, которые добудут прямо на месте, и провести озеленение больших территорий внутри поселения. Еще более важно, что роботы перевезут необходимое для обустройства быта людей оборудование. Тогда все, что нужно для жизни внутри поселения, можно будет создать на месте, например, быстро напечатать с помощью 3D-принтера. Но как же пища? Неужели придется отказаться от всех натуральных вкусностей и обходиться только синтетическими продуктами? Ученые говорят, что в этом случае меню будет неполноценным, и специалисты уже разрабатывают способы производства здоровой пищи прямо в колониях. Так недавно в этом плане проверена лунная почва. Ученые НАСА и Университета Флориды посеяли зеленые культуры в настоящий лунный реголит, доставленный миссиями Аполлон, и земной вулканический пепел. Туда же доставили питательный раствор. В смеси отлично пророс Арабидопсис столиана, родственник крестоцветных овощей, таких как зеленая горчица, брокколи, цветная капуста. Это, конечно, подняло рейтинг Луны как площадки для колонизации. Илон Маск также считает важным сделать поселение на Марсе независимым от поставок с Земли. Продукты питания по его замыслу колонисты будут выращивать на гидропонных фермах, работающих на солнечной энергии. Правда, есть большие сомнения, что растения приживутся в марсианском грунте. Мы уже упоминали, что вода на Красной планете представляет собой солевой раствор.
От этого почва, хотя и похожа по составу на земную, содержит множество вредных для растений перхлоратов. Так что неизвестно, зацветут ли на Марсе яблони без дополнительных экспериментов, либо искусственного грунта. Большие надежды специалисты также возлагают на генную инженерию. С ее помощью полноценные продукты переселенцы сумеют получать из стволовых клеток животных. Запас этого материала можно будет пополнять на месте. Но даже при 100% автономности связь с метрополией останется жизненно важной для колонистов. Общение с родными и близкими, взаимодействие при экстраординарных событиях – для всего этого нужен прямой контакт с Землей. Ученые уже бьются над данным вопросом и на сегодняшний день наиболее эффективным считают создание единого стандарта космической радиосвязи. Тогда каждый аппарат, запущенный на околоземную орбиту или за ее пределы, сможет встраиваться в сеть связи. Любая ячейка подобной паутины поможет другим мирам в обмене информацией с Землей, а при необходимости колонисты смогут получать и отправлять данные напрямую, минуя Землю. Примерно так передают друг другу файлы и данные компьютер, планшет и смартфон. Но проблемы, конечно, остаются. Время, необходимое для путешествия сигнала на огромное расстояние до других планет, потребуется немалое. А интенсивная радиация в открытом космосе приводит к деградации и искажению послания. Наконец, все планеты вращаются вокруг себя и Солнца, то и дело исчезая из зоны прямой передачи сигнала. Это тоже существенно затруднит связь. В целом же, по оценке специалистов, подготовка к колонизации космоса не стоит на месте. Но прежде чем мы отправимся домой, чтобы спокойно подумать о выборе космической недвижимости, которую осмотрели, давайте представим нечто еще более невероятное – перемещение во времени для знакомства с потомками колонистов. Как изменит людей жизнь в чужих мирах? Узнаем ли мы в них своих собратьев? Если природа позволит колонистам, то в инопланетных поселениях со временем появится уникальная раса. Ученые предполагают, что со временем у нее сложится своя культура, язык и быт. Даже внешне потомки переселенцев станут совсем другими. Поведение и облик обитателей колонии изначальной численностью в 2000 жителей изменится примерно через 300 лет. К такому выводу пришли ученые Портлендского университета в США на основе результатов своего исследования. Мутации, по их мнению, дадут потомкам колонистов новый цвет волос, тип кожи и осанку. Наши коренастые фигуры сменят более длинные вытянутые тела, подходящие для жизни при низкой гравитации на многих экзопланетах. Жители колонии могут прибегнуть к генной инженерии, чтобы создать новые органы, необходимые для выживания, к примеру, наростами на коже для защиты от космической радиации или дыхательными трубками, позволяющими добывать кислород из углекислого газа. Это тоже изменит их облик. При необходимости организм постепенно будет обзаводиться дополнительными органами и самостоятельно. Металлическая кожа, щупальца, хвосты. Какие еще чудесные качества могут приобрести далекие потомки переселенцев? Для примера вернемся на минуту на тот же Меркурий. Он, как огромная космическая кузница, то плавит все металлы на своей поверхности невероятной жарой, то закаляет холодом, как в криогенной камере. Ничто не выдержит подобных скачков. Даже роботов пришлось бы делать целиком из титана или другого тугоплавкого металла. Поселенцам придется нарастить слой теплоизоляции под кожей, и, возможно, гибкий организм человека даже научится вырабатывать титан. Тогда нас встретят почти киборги с толстой кожей, отливающей металлическим блеском. Металл сделает кости крепче, рост людей будет меньше, туловище более коренастым, что вместе с жировой прослойкой позволит легче переносить адские перепады температуры. Зато конечности жителей Меркурия станут тоньше и гибче, поскольку гравитация там составляет 38% земной. Да, не забудьте, при знакомстве с местными киборгами понадобятся мощные солнцезащитные очки. Солнце на Меркурии буквально выжигает глаза своим светом. У аборигенов наверняка выработается естественная защита, толстые массивные веки, которые прикроют глаза.
А как будут чувствовать себя потомки колонистов Марса? Оранжево. И совсем не из-за бесконечных песчаных бурь. Более жесткое ультрафиолетовое облучение, которым Красная планета отличается от Земли, потребует изменений защитных свойств кожи. Самое простое решение – потреблять больше каротина, которым богаты оранжевые овощи. Так что обитатели Марса обречены постоянно хрустеть морковкой или перцем. Переизбыток каротина со временем придаст коже колонистов оранжевый цвет. Они станут очень высокими, но тоненькими, как растянутая резинка. Притяжение на Марсе в 3 раза меньше, чем на Земле. Упитанный человек весом в 100 килограммов будет ощущать себя 33-килограммовым. Тело его начнет вытягиваться, кости и мышцы слабеть. Зато энергии будет тратиться мало, так что удастся сэкономить на еде. А как обстоят дела с более далекими колониями на экзопланетах? Отправимся, к примеру, на Кеплер-20b из созвездия Лиры, на расстоянии почти в 1000 световых лет от Земли. Она вдвое больше, чем Земля, и в 10 раз массивнее. Гравитация этой планеты втрое сильнее, чем земная. В таком мире люди наверняка станут низкорослыми, мощно сложенными, с толстой кожей или даже броней и множеством конечностей. Представляете такие себе бронированные блины-многоножки? Они не поспешат нам навстречу, но совсем не из-за пренебрежения. Гравитация, скорее всего, сделает их медленно ползающими, либо перекатывающимися по поверхности. Если взять планету с вытянутой орбитой, то сезонные колебания на ней окажутся экстремальными. В неблагоприятное время года люди там, наверное, научатся впадать в спячку или анабиоз. Существует еще бесконечное множество вариантов эволюции человека на далеких экзопланетах, ведь все они отличаются друг от друга. Пока трудно сказать конкретнее, как все будет, ведь человечество еще не подобрало себе второй дом. До этого, кажется, нам далеко. Мы даже не освоили экстремальные регионы своей планеты, не пытались жить в Антарктиде или под морями Земли. Но что тогда произойдет с нашей внеземной недвижимостью? Не беспокойтесь, мы наверняка подбирали ее не зря. Большинство ученых верят, что рано или поздно наши следы обязательно появятся на далеких планетах. На Земле, кроме всего прочего, это приведет к небывалому расцвету науки. Только создание аппарата, способного быстро преодолевать большие расстояния, будет означать настоящий прорыв в ракетостроении, программировании, робототехнике и многих других отраслях. А изобилие на некоторых планетах дешевой солнечной энергии и ценных ископаемых откроет новые горизонты для электроники, металлургии и материаловедения. Приведет ли колонизация к райской жизни для человечества? Не обязательно. Здесь много «за» и «против», так что это тема для отдельного большого разговора. Но мы в любом случае будем стремиться к освоению далеких планет, так что не потеряйте ваш документ на покупку космической недвижимости. Он обязательно вам пригодится. Сколько раз перед очередным космическим путешествием мы любовались ночным небом. Сделаем это еще раз. Оно, как обычно, потрясающе красиво. Звезды светят на своих местах яркими огоньками. Туманности загадочно мерцают. Планеты скользят по небу. Все как всегда. Каждый раз, когда мы видим, к примеру, Юпитер, это тот старый надежный газовый гигант, что и раньше. На самом деле Солнечная система меняется. Возьмем опять же Юпитер. В 1992 году газовый гигант своей гравитацией разрушил комету Шумейкера-Леви-9, а 2 года спустя 21 фрагмент кометы врезался уже в него. Фейерверк был впечатляющим и привел к образованию на вершинах полосатых облаков Юпитера множество огромных пятен. Астрономы с тех пор наблюдали еще немало столкновений комет или их обломков с Юпитером. Однако это не те события, которые кардинально меняют Солнечную систему. В целом наш мир как бы запрограммирован на стабильность, пока светит Солнце. Но если что-то пойдет не так,
Однажды, вернувшись после далекого космического путешествия, мы можем не узнать родной дом или вообще не найдем его на своем месте. Давайте разберемся, в каких ситуациях это может произойти. Если магнитное поле Земли перевернется, приближаясь к родной планете, космические путешественники увидят Землю прежней. Но какие впечатления их ждут после приземления? Позже мы об этом узнаем, а пока немного о сути изменения. Смена полюсов считается реальной для Земли. Многие признаки говорят о том, что природные силы уже вовсю готовятся к подобной инверсии. Так, в июне 2022 года магнитное поле Земли треснуло. Мощный солнечный ветер хлынул через дыру, создав сильную геомагнитную бурю. Это вызвало потрясающее полярное сияние на всей планете. Люди фотографировали их и выкладывали в соцсети. Через 14 часов дыра закрылась, никак не отразившись на нашей жизни. И только яркие фото позже напоминали о магнитном разрыве. Ученые говорят, что такие трещины – нормальное явление. Наш магнитный экран, вопреки распространенному мнению, не похож на сплошной зонд. Он скорее как дом с открытым окном во время грозы. От потопа защитит, но диван может намочить. Магнитное поле принимает на себя основной удар космических ливней, пропуская лишь их капли. Но есть проблема. Раньше трещины открывались и закрывались за минуты. Теперь они образуются чаще, а затягиваются часами. С магнитным полем вообще происходит нечто странное. Оно изгибается, наклоняется, образует энергетические хвосты и вообще пустилось в некое путешествие. Северный магнитный полюс смещается с территории Канады в сторону Сибири. Раньше он проходил 15 километров в год, а сейчас, как показали измерения спутника СВАРМ, преодолевает 55 километров. В целом, с 1831 года магнитный Северный полюс переместился на 2300 километров. Магнитное поле, кроме того, меняет наклон. По данным НАСА, на обращенной к Солнцу стороне Земли оно сжимается из-за постоянной бомбардировки солнечным ветром. И таких бурь, истончающих магнитную оболочку, с каждым годом становится все больше. В целом, на дневной стороне магнитосфера простирается на расстояние примерно в 6-10 раз больше радиуса Земли, а ее ночная часть вытягивается в огромный хвост, длина которого все время колеблется. Этот своеобразный шлейф может измеряться сотнями земных радиусов и выходить далеко за орбиту Луны. В районе Африки вообще происходит нечто невероятное. Неведомая сила рассеивает магнитное поле на огромные территории от Чили до Зимбабве. Здесь оно в 3 раза слабее, чем на других участках. Астронавты на Международной космической станции сообщили, что видели в районе аномалии большее количество ярких вспышек света. Вероятно, огни, вызванные космическими лучами высокой энергии, которая не может сдержать ослабленное поле региона. Таких вспышек становится все больше. Ученые склоняются к мысли, что аномальная область уменьшает напряженность всего магнитного поля Земли. В Европейском космическом агентстве заявили, что в среднем за 200 лет магнитное поле планеты потеряло 9% своей силы. Если так будет продолжаться, через какое-то время оно перевернется и полюса поменяются местами. Звучит это как-то жутко и непонятно. Все вокруг полетит вверх тормашками? Землю начнет крутить как волчок или даже выбросит с орбиты? Эксперты успокаивают. Наш мир от смены полюсов не погибнет. За долгую историю планеты это уже случалось, что подтверждает анализ реликтов прошлого. Исследования показали, что за 160 миллионов лет магнитные север и юг менялись местами около сотни раз. Следы последнего переворота обнаружены в отложениях, образованных около 780 тысяч лет назад. Хотя все вроде не трагично, глобальная магнитная перестройка обязательно оставит на Земле свой след. Сильный солнечный ветер, который хлынет на Землю, при взаимодействии с атмосферой может привести к изменению ее химического состава и физических свойств.
Вероятно, это скажется на климате, и вымрут многие виды животных. Все будет происходить в настоящем аду. Землю ждут небывалые тектонические подвижки, сопровождаемые безумными землетрясениями, извержениями вулканов, цунами. На несколько лет планету может накрыть ядерная зима. По одной из гипотез, динозавры вымерли именно во время очередной смены полюсов. Но вот повторят ли люди участь древних ящеров? Повышенная радиация приведет к огромной вспышке сердечных, тяжелых форм онкологических заболеваний, особенно рака кожи. А затем к ним прибавятся генетические проблемы. На свет начнут появляться слабые, неизлечимо больные дети. Количество жителей планеты постепенно сократится до нескольких тысяч. И хотя из космоса Земля будет выглядеть все такой же, по возвращению из далекого путешествия мы почти не найдем на ней людей. Если у Земли появятся кольца, как у Сатурна, из космоса мы сможем любоваться новым потрясающим видом родной планеты. Каким может оказаться ожерелье планеты? Если взять за сравнение Сатурн, его яркие кольца почти полностью состоят из кусочков льда и имеют ширину в десятки тысяч километров. Эти изумительные объекты очаровывают людей с тех пор, как Галилей открыл их в 1610 году, и можно предположить, что такими же будут кольца у Земли. Ученые рассмотрели вариант Земли с кольцами, как у Сатурна. Один в один, конечно, эти великолепные структуры у обеих планет друг друга ни при каких условиях не повторят. Кольца Земли не могут быть замороженными. Наша планета находится гораздо ближе к Солнцу, поэтому ее опояшет структура из камня. Тем не менее, такие кольца все равно будут светиться в небе. Это хорошо демонстрирует Луна. Ее покрывает в большинстве своем серый мелкий камень – реголит, а поверхность отражает лишь около 12% падающего света. Но это не мешает Луне сиять по ночам. Астрофизик Калеб Шарф из Колумбийского университета даже подсчитал яркость гипотетических земных колец. Примерно 1300 Вт солнечного света на квадратный метр попадает в верхнюю часть атмосферы Земли. Если кольца будут отражать хотя бы 10% падающего света, то каждый квадратный метр засветится как 130-ваттная лампочка. Наиболее оптимальное место для образования подобных структур находится вокруг экватора Земли. Поэтому их внешний вид будет зависеть от широты. Например, около экватора они походили бы на тонкую линию, восходящую прямо над горизонтом. В то же время кольца возле полярного круга выглядели бы как горб на горизонте, а в более умеренных широтах они будут подобны гигантским аркам, напоминающим радугу. Также ученые задались вопросом, насколько близко к Земле могут оказаться кольца и станут ли они мешать самолетам. Расчеты показали, что наша планета будет опоясана где-то над термосферой, высота которой достигает 1000 километров. Коммерческие самолеты обычно поднимаются где-то на 11 километров над Землей, так что тут никаких неудобств не возникнет. Спутники и космические аппараты тоже сумеют двигаться под ними по орбите. Международная космическая станция, например, вращается на высоте около 400 километров над поверхностью Земли. А вот орбита геостационарных спутников находится на высоте 35 786 километров над поверхностью Земли, то есть выйдет за внешний радиус колец. Они будут рассеивать любые радиосигналы со спутников и космических кораблей на экваториальных орбитах и еще станут помехой для наблюдений астрономов, затрудняя обзор ночного неба. Нам также интересно выяснить, какое количество колец будет у Земли, а это уж зависит от того, сколько пастухов заведет наша планета. Не удивляйтесь, так астрономы называют маленькие спутники, которые очищают промежутки между кольцами и помогают удерживать частицы внутри них. Кольца Сатурна обладают несколькими спутниками-пастухами. В то же время, поскольку наша Луна большая, вряд ли кольца Земли окажутся долговечными. Гравитационное воздействие нашего спутника может разрушить красочные объекты, а пока Земля останется опоясанной,
мы будем наблюдать немало странных явлений. Овальные тени от колец станут передвигаться по планете в течение суток. Летом в северном и зимой в южном полушарии они окажутся особенно большими. Из-за этого зимы в обоих полушариях могут оказаться холоднее и суровее, чем сейчас. В то же время слияние колец должно увеличить общее количество света, получаемого Землей. Это поможет уравновесить температурный сдвиг. Такой получается модель, если брать в пример Сатурн. Но это газовый гигант. А могут ли обзавестись кольцами каменистые миры? В одной из теорий астрономы утверждают, что спутник Марса Фобос когда-то мог существовать в виде колец. Затем, под воздействием гравитации Красной планеты, из них сформировался спутник. Сейчас Фобос очень медленно приближается к Марсу, и через миллионы лет гравитация планеты, возможно, снова разорвет его на маленькие части. Тогда обломки с большой долей вероятности образуют новые кольца. И это еще не самое удивительное. Некоторые исследователи предполагают, что у Земли тоже были кольца. Наша планета зародилась около 4,5 миллиардов лет назад, а Луна – немного позже. По одной из гипотез, наш спутник образовался после столкновения двух протопланет – Земли и Теи, размером с Марс. А в результате удара вокруг Земли образовалось кольцо из обломков, которые в конечном итоге слиплись в Луну. К слову, в те времена как раз Сатурн, вероятно, и не украшали великолепные кольца. Согласно новой модели, возраст всей кольцевой системы вместе Сатурна составляет менее 100 миллионов лет. Таким образом, они являются ровесниками динозавров. Только древние ящеры, конечно, не любовались в небе звездами или планетами. Если бы люди жили в те доисторические времена, то видели бы в телескопы Сатурн просто как довольно тусклый желтый шар. И, возможно, постепенно фиксировали бы, как вокруг него формируются сияющие кольца. Если Земля переедет в центр Млечного Пути, наша жизнь станет более яркой и оживленной. Ночное небо там сплошь усеяно огоньками звезд, поскольку это самый густонаселенный регион галактики. В ее сердце все кипит и бурлит, как в огромном мегаполисе. И кажется, неплохо бы побывать в таком красочном месте, где жизнь бьет ключом. Только вот надо обладать невероятным везением, чтобы там выжить. Но обо всем по порядку. До центра галактики от нашего рукава Ориона очень далеко – 25 800 световых лет. При нынешних скоростях космических кораблей туда пришлось бы добираться тысячелетиями. Однако представим, что мы смогли отправиться на главную галактическую тусовку быстрее скорости света, причем всей Землей. Ученые называют такой тур мегаэкстремальным. По мере приближения к центру Млечного Пути кольцо светил начнет сжиматься вокруг нас все сильнее. Огромное количество звезд окажутся от Земли на расстоянии световых недель, а не лет, как сейчас. Эта область настолько плотно упакована, что миллион звезд втиснуты в пространство, эквивалентное расстояние между Солнцем и Альфой Центавра в 4,3 световых года. Великолепное зрелище. Но смертельные опасности будут подстерегать нас в том ярком регионе буквально на каждом шагу. Прежде всего, магнитосфера Земли больше не защитит нас от ужасной радиации, летящей со всех сторон от многочисленных звезд. Впрочем, если надежно прикрыть планету искусственным магнитным зонтом, можно этой опасности избежать. Конечно, подальше от взрывов сверхновых и столкновения звезд. Когда цель будет уже близко, то мы угодим в лапы сверхмассивной черной дыры Стрелец-А со звездочкой. Этот монстр поджидает добычу в самом центре галактики и уже на расстоянии 20 миллиардов километров затягивает все внутрь себя безумной гравитацией. Мы мчались бы к дыре с невероятной скоростью 25 миллионов километров в час в плотной пелене смога и обломков звезд. Один из них, вероятно, разнес бы Землю на куски еще до поглощения черной дырой. И мы вряд ли успели бы даже как следует рассмотреть центральный мегаполис Млечного Пути. А там, среди пыли и звезд, скрывается такое, что в реальности кажется невозможным.
и радиотелескоп нового поколения Миркет, расположенный в Южной Африке, уже раскрыл нам некоторые тайны. Например, странный объект, напоминающий комету с ярким хвостом. Но это не комета, а нечто пока неизвестное астрономам. Рядом также виден таинственный хвостатый радиоисточник. Вероятно, он движется с экстремально высокой скоростью, а потому оставляет за собой след. Здесь же из черной дыры торчит загадочная мини-спираль. По мнению ученых, это может быть поток ионизированных газов, льющихся в космос из глубины стрельца А со звездочкой. А как вам гигантские магнитные щупальца, которые тянутся из ядра Млечного Пути на 150 световых лет? Не хотелось бы попасть в их ужасные тиски. Если рассмотреть щупальца внимательнее, то становится видно, что их структура похожа на нити. Они расположены парами или группами, подобно струнам арфы. Нити отделены друг от друга примерно на 1 астрономическую единицу, как Земля от Солнца. Эти своеобразные космические провода пронизаны электронами, ускоренными почти до скорости света. Таких невероятных структур и явлений в центре галактики очень много. Жаль, что у Земли практически нет шансов благополучно переехать в столь фантастическое место. Ну а мы, космические путешественники, не обнаружим Землю на своем месте. Если же нам оставят каким-то образом весточку о переселении родной планеты, то, наверное, отправятся за ней вдогонку. Хотя вряд ли это увенчается успехом. Скорее всего, мы найдем только обломки Земли после столкновения с каким-то небесным телом или другого катаклизма. Либо джет, который вырвется из нутра черной дыры, вызовет в сердце тоску. Кто знает, а вдруг это последние атомы нашего уникального мира устроили в небе прощальный фейерверк. Если черная дыра столкнется с Землей, казалось бы, все наверняка окажется еще более трагичным. Мы знаем, что черные дыры своей безумной гравитацией безжалостно расправляются со всем, что попадается на пути. Гибель нашей планеты тогда неизбежна, и космические путешественники по возвращению домой также найдут пустоту на месте родного мира, или даже сами попадут в смертельный капкан монстра, если он притаится на месте Земли. Но в последнее время ученые предполагают, что не все подобные столкновения смертельны. Судьба Земли будет зависеть от массы противника. Мы привыкли к тому, что черные дыры – самые массивные и могучие объекты в космосе. Но по мере исследований астрофизики склоняются к мнению, что среди них есть миниатюрные и даже нанодырочки. Правда, в любом случае их масса будет впечатляющей. Столкнувшись с нашей планетой, такая монетка за минуту пробьет ее насквозь. Если подобное случится, ученые смогут опознать события по сферическим волнам, возникшим в недрах Земли. Они будут отличаться от сейсмических волн обычных землетрясений, и современные приборы выделят уникальный сигнал. Также мини-дыра оставит после себя длинную трубу сильно поврежденного радиацией материала. Все это звучит достаточно зловеще. Но катаклизмов после подобного столкновения не случится. Результатом станет лишь сейсмическая волна, причем не самая мощная. Она распространится по всей поверхности планеты и вызовет землетрясение магнитудой не выше 4 баллов. В их эпицентре у вас лишь могут вздрогнуть стекла окон, задрожат здания, но разрушений, скорее всего, удастся избежать. Исследователи считают, что подобные встречи уже были в истории Земли. По некоторым подсчетам, миниатюрные черные дыры врезаются в нашу планету примерно раз в 10 миллионов лет. Но напрямую это в настоящее время не подтверждено. Пока астрономам удалось обнаружить лишь их столкновение с Солнцем. Во время подобных ДТП светило начинает слегка вибрировать на ультразвуковых частотах. Все окажется мрачнее при столкновении с гигантской черной дырой в миллион раз массивнее Солнца. Мы заподозрили бы неладное еще при приближении монстра к Солнечной системе на 1000 световых лет. После у нас останется несколько тысяч лет, чтобы подготовиться к ее прибытию.
По прошествии этого времени черная дыра ворвется в наш мир и перекусит Солнцем, на время удовлетворив свой неуемный аппетит. Правда, люди не увидят жестокой расправы над своим светилом, потому что еще раньше станут жертвами монстра. Приблизившись к Земле на световой год, черная дыра разорвет нашу планету на куски, а потом поглотит. Та же участь ожидает и другие планеты. Но все может сложиться иначе. По словам исследователей из университета штата Огайо, мы можем даже не заметить, что нас поедает черная дыра. Ученые математически обосновали, что внутри такого объекта планета существовала бы точно так же, как и вне него. Впрочем, эта невероятная теория больше пока ничем не обоснована. Да и нас не радует перспектива оказаться в чреве черной дыры, пусть целыми и невредимыми. Но существует ли в реальности угроза стать жертвой ужасного небесного тела? Пока ближе всех к нам, на расстоянии 3000 световых лет от Земли, находится монстр V616 Mon, созвездие Единорога. Ученые утверждают, что он никогда не сможет поймать в гравитационный капкан Солнечную систему. Для этого нужно, чтобы объект приблизился к Земле не менее чем на несколько десятков световых лет. Впрочем, если дыра окажется чуть дальше, нам все равно не сдобровать. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит к Солнцу. Тогда мы будем страдать от жары или холода, ужасных землетрясений и цунами. А при худшем варианте она сместит орбиты всех планет, столкнув их между собой. Ну или выбросит в межзвездное пространство, превратив в вечных скитальцев по космосу. Только в пределах досягаемости до Солнечной системы никаких черных монстров тоже не обнаружено. Тут бы спокойно выдохнуть, убедившись, что опасность от черных дыр нам не грозит. На самом деле расслабляться не стоит. Некоторые монстры имеют привычку блуждать по галактике. Астрономы считают, что в Млечном Пути существует около 2000 подобных скиталищ. Скорее всего, их вытолкнул с насиженных мест бурный процесс слияния галактик. Такую гипотезу выдвинули ученые из Центра астрономии и астрофизики Ельского университета. И можно предположить, что какой-то из черных изгоев однажды решит заглянуть к Солнцу на огонек. Чтобы определить степень угрозы, ученые провели космологическое моделирование. Они изучили динамику поведения блуждающих черных дыр в Млечном Пути. Получилось, что шансы появления одной из них возле нашей звездной системы не больше, чем 1 на 100 миллиардов лет. Это почти в 7 раз превышает возраст Вселенной – 13 799 миллиардов лет. Так что вряд ли смертельный гость когда-либо посетит наш мир. Если в Солнечной системе появится еще одна планета, может, все пойдет более мирно. Или даже новый сосед принесет нам какие-то бонусы. Ученые из Калифорнийского университета смоделировали ситуацию. В своей симуляции они использовали вариант, когда между Марсом и Юпитером появилась суперземля. Это каменистая планета, которая по массе значительно превышает нашу, но уступает газовым гигантам. Выбор астрофизиков остановился на суперземле не случайно. Подсказку дали миссии НАСА по охоте за экзопланетами, такие как Кеплер и транзитный спутник для исследования подобных небесных тел. Наблюдения показали, что суперземли, на удивление, распространены в Млечном Пути. Они составляют треть всех известных в нашей галактике планет. Солнечная система – практически исключение из общего правила. У нас нет суперземли, хотя подходящее место для нее существует между Марсом и Юпитером, в поясе астероидов. Оно составляет 550 миллионов километров, так что планета прямо просится на этот каменистый пустырь. И она, по некоторым теориям, там была. Речь идет о гипотетической планете Фаэтон, которая в незапамятные времена распалась и образовала пояс астероидов. В настоящее время в нем недостаточно материала для формирования планеты. Общую массу всего пояса астрономы оценивают в 0,04% земной. Однако на ранних этапах истории Солнечной системы
считается, что он был значительно тяжелее. Но есть и другая версия. На месте пояса астероидов действительно начала формироваться планета, а затем Юпитер оттянул всю свободную материю на себя. Протопланета же распалась на камни, которые остались в поясе астероидов, а Юпитер со временем превратился в гиганта, который может вместить 1300 земных сфер. Трудно представить, насколько сильно могут отразиться малейшие колебания его орбиты на нашей условной суперземле. Чтобы это выяснить, ученые Калифорнийского университета провели исследования на основе 1000 моделей с новой планетой. Они рассматривали варианты суперземель с разными массами, помещая их на том или ином расстоянии от Марса и Юпитера. Исследователи начали с суперземли вдвое больше нашей планеты, находящейся сначала в 2, а затем в 4 астрономических единицах от Солнца. Больше всех от подобных изменений в моделях пострадали внутренние планеты Меркурий, Венера, Марс и Земля. Во многих случаях некоторые или все 4 были выброшены из Солнечной системы. Представляете эту незавидную перспективу для нашего мира? Превратиться в вечного изгоя, темного, промерзшего насквозь и абсолютно безжизненного. У внешних планет все сложилось удачнее. Ни одна из симуляций не показала изгнания в космос Юпитера или Сатурна. Только у Урана оставался небольшой шанс сбиться с орбиты из-за хаоса среди его спутников. А вот в модели с планетой, подобной ТОИ 2095c, все выглядело иначе. Когда это небесное тело с массой более 7 земных поместили в поясе астероидов, орбиты Юпитера и Сатурна стали более яйцеобразными. В результате газовые гиганты выкинули в космос сначала новую планету, а потом Уран. Изменения сильно повлияли и на внутренние планеты. Например, Марс был выброшен из Солнечной системы через пару миллионов лет после Урана. Земля в некоторых моделях последовала за своим соседом, а в каких-то нет. Но в любом случае наша планета сильно отклонялась от своего нынешнего курса, что делало ее менее гостеприимной или даже совершенно непригодной для жизни. Астрономы говорят, что в Солнечной системе все работает как замысловатый часовой механизм. Уберите что-то из него или добавьте, и устройство сломается. Так что новая планета в нашем мире – не лучшая идея. По крайней мере, если по возвращению из космического путешествия мы хотим найти нашу Землю на том же самом месте, где и оставили. Если бы Юпитер стал Солнцем, то такая ситуация, как ни странно, не была бы полностью фантастической. Наш газовый гигант имел общие черты со звездой. Например, он в основном состоит из водорода и гелия, как Солнце или другие светила. А вот чего не хватает Юпитеру, так это массы. Когда-то очень давно планета захватила большую часть остатков материи после образования нашей звезды. Юпитер по массе в 2 раза превышает все остальные небесные тела Солнечной системы, вместе взятые. Но этого мало, чтобы внутри газового гиганта вещество сжалось до критического уровня, и произошел запуск термоядерной реакции. Если бы Юпитер рос дальше, то получил бы хороший шанс стать звездой. Скорее всего, он превратился бы в коричневого карлика. Такие объекты массивнее планет, но отстают от звезд. Масса подобного небесного тела обычно в 13-80 раз больше, чем у Юпитера. Коричневый карлик может поддерживать в своих недрах термоядерную реакцию, хотя намного более слабую, чем у полноценной звезды. А в этом случае Юпитер-звезда оказал бы незначительное влияние на орбиты планет Солнечной системы. А что, если бы наш газовый гигант стал полноценной звездой, например, красным карликом? Это звезды с массой от 7 до 50% солнечных, холоднее нашего светила, но горячее коричневых карликов. Наше Солнце имеет температуру 5500 градусов, а красные карлики разогреты максимум до 3,5 градусов Цельсия. Однако даже такая относительно прохладная, небольшая и тусклая звезда способна наделать в Солнечной системе настоящий переполох.
Красный карлик на месте Юпитера может помешать внутренним планетам двигаться по своим орбитам. Они не сумеют найти баланс между гравитационными силами двух звезд и начнут перемещаться либо ближе к Солнцу, либо к красному карлику. Если бы Земля выбрала первый вариант, безумные температуры нашей главной звезды, вероятно, в мгновение ока стерли бы с ее лица все живое. Или нас прежде доконала бы усиливающаяся радиация, ведь вторая звезда значительно увеличит ее количество. Атмосфера не сумела бы защитить все формы жизни от излучения Солнца и красного карлика одновременно. Ну а если бы мы выбрали второй сценарий и поселились поближе к красному карлику, Юпитер, будучи тусклой и прохладной звездой, не смог бы нас согреть. Мы быстро замерзли бы, да и вся Земля превратилась бы в огромный снежок. Но есть еще одна вероятность. Внутренние планеты может выбросить из Солнечной системы. Красные карлики, как известно, очень активны. Юпитер в роли такой звезды окажется способен неожиданно вспыхнуть, выделив огромное количество корональной массы. Его внешние слои сорвет и разбросает по всей Солнечной системе. А планеты ударной волной собьет с обычных орбит, отправит далеко в космос или, скорее, разорвет на части. Через много миллионов лет после катастрофы гравитация, наверное, соберет разбросанные остатки и смастерит из них новые небесные тела. И тогда появится система с сияющими в небе Солнцем и Юпитером, только с другими планетами. На ней уже не будет Земли с ее уникальным многообразием живых существ. А мы, по возвращению из глубин Вселенной, при этом из этих вариантов опять же не найдем свой космический дом, к которому так стремились. Если бы Солнце взорвалось, тогда, понятно, наш мир бы не выжил. Но вы можете сказать, что это уж совершенно надуманная ситуация. Солнце светит нам каждый день без выходных и праздников уже в течение 4,6 миллиардов лет. Оно останется на небосводе, по мнению ученых, примерно столько же. В конце своего жизненного пути звезды обычно взрываются, превращаясь в сверхновые. Солнцу это не грозит. Для вспышки ему нужна масса, как минимум в 10 раз превышающая нынешнюю. Тем не менее, со временем оно изменится, через миллиарды лет превратившись из желтого карлика в красного гиганта. Если бы мы были свидетелями такого события, то увидели, как звезда поглощает Меркурий и Венеру, а Земля раскаляется до немыслимых температур. Только наблюдать за этим будет некому. Как только Солнце станет красным гигантом, оно приблизится к нашему миру и своим жаром уничтожит все живое. Впрочем, у будущих поколений есть время спастись, переселившись на планеты в других звездных системах. Тогда наши потомки смогут видеть, как в небе растет крошечное красное пятнышко – Солнце. Но вряд ли из глубин космоса они заметят гибель Земли. Хуже, если однажды в космосе все пойдет не так, и наша звезда по каким-то причинам взорвется прямо сейчас. Ведь мы еще не добрались до планет в других галактиках. Правда, звезды, по теоретическим расчетам, светят примерно с постоянной температурой, потому просто так не взрываются. Однако реальные космические законы зачастую не хотят следовать постулатам физики. Как пример, недавно ученые обнаружили исчезновение галактик на окраине Вселенной. Возможно, их пожирают сверхмассивные черные дыры или высасывает необходимый галактикам газ темная материя. Нельзя исключать, что виноват распад ложного вакуума на истинный. Нам же в этой истории важно то, что сам процесс уничтожения галактик происходит вопреки современным представлениям о мироздании. Так и Солнце в один прекрасный момент все-таки способно взорваться, если внутри него резко повысится скорость ядерных реакций. Причин может быть несколько. Солнце теоретически способно проглотить некую экзотическую материю, которая станет катализатором процесса. А может, люди собственными руками когда-то подорвут свою звезду в результате некого неудачного эксперимента. Ученые уже не раз моделировали подобную ситуацию, чтобы узнать о последствиях солнечного взрыва. Результаты показали, что звезда не сдетонирует, как обычная бомба.
У Солнца такая сильная гравитация, что удержит его от мгновенного расширения. Но от этого нам легче не станет. Температура солнечного ядра сильно повысится. В результате звезда начнет испускать в космос мощный поток ультрафиолетового и радиационного излучения, которые нанесут непоправимый вред здоровью людей. А усилившееся тепловое излучение быстро поднимет температуру минимум до 50 градусов Цельсия. При такой жаре невозможно будет выйти из дома, если только на планете останутся дома. Из-за таяния льдов возникнут ужасные ураганы, достигающие 300 км в час. Они разрушат все строения, вырвут с корнем деревья. Пока льды продолжат таять, ураганы не прекратятся, но температура будет держаться в пределах человеческой выживаемости. Исключением станут тропики, в которых термометры сразу зашкалят и все живые существа сгорят заживо. Тем временем на планете будет становиться все жарче. Моря и океаны испарятся. Землю окутают густые тучи, которые несколько снизят поток солнечного излучения. Но вот дышать в такой бане станет просто невозможно. Температура будет расти до тех пор, пока не уравновесится баланс между получаемой от Солнца энергией и ее расходом. Она достигнет 60 градусов Цельсия, а может и всех 80. Но в любом случае жара погубит абсолютное большинство обитателей Земли существ. Выживут разве что одноклеточные организмы, некоторые обитатели морских глубин, примитивные растения. Хотя все может оказаться в точности наоборот. Согласно одной из гипотез, от взрыва термоядерная реакция на Солнце остановится, отчего оно перестанет выделять тепло и свет. Если светило погаснет, Земля замерзнет всего за месяц. На какое-то время люди могут переселиться глубоко под землю. Вот только вряд ли в таких убежищах человечеству удастся полностью обеспечить себя продуктами питания и другими необходимыми вещами. Есть еще один сценарий апокалипсиса. Взорвавшись, Солнце не сумеет более удерживать планеты в системе силой своей гравитации. Они быстро разлетятся по галактике, как воздушные шары, которые сначала держали на веревке, а затем отпустили в небо. Земля тоже отправится в скитание по космосу, и если не столкнется с другой планетой-изгоем, то получит маленький шанс найти новый дом в какой-то звездной системе. Мы не сможем этого увидеть. Ни один живой организм не выдержит таких межзвездных скитаний, а космические путешественники, кто знает, возможно, они встретят Землю, сиротливо бродящую по космосу в поисках пристанища. Но вряд ли узнают в обугленном безжизненном небесном теле свою родную, некогда зеленую и плодородную планету. Если бы звезды у нас были две, вот тогда мир стал бы намного ярче и красочнее. Хотя его вряд ли можно было бы назвать редким или особенным. В масштабах Вселенной это обычная ситуация. Астрономы из Новой Зеландии обнаружили 97 планетных систем, содержащих 143 планеты вокруг двойных звезд. Есть версия, что и у Солнца был двойник много миллиардов лет назад. В период формировалась в большом молекулярном облаке. Тогда наша звезда успела захватить больше материала и оказалась сильнее близнеца. Она разорвала более слабое светило своей гравитацией и поглотила куски. Если бы Солнце сохранило близнеца, то наша планета могла вращаться вокруг двух звезд по 3 разным схемам. Прежде всего, вокруг только одной из звезд по так называемой орбите S-типа, сходной со спутником. По второй схеме, орбита планеты пролегла бы вокруг обоих светил по P-типу. Также некоторые из известных планет в двойных системах имеют орбиты S-типа. Они вращаются в основном вокруг ближней звезды, игнорируя ее компаньона. Но все эти варианты действуют, если двойные звезды имеют примерно одинаковую массу. Когда одна звезда намного превосходит другую, меньшая вращается вокруг большей. Тогда орбита планеты будет Т-типа, то есть вокруг основной звезды вместе с меньшим компаньоном впереди или позади него. Их иногда называют троянскими, так же как троянские астероиды, которые делят путь Юпитера при вращении вокруг Солнца.
Во всех схемах для Земли в двойной системе возникнет множество вариантов существования. Все будет зависеть не только от типа орбиты, но и от расстояния до звезды, величины светимости звезд. Мы рассмотрим, что было бы с Землей в системе двух тусклых прохладных красных карликов, как у экзопланеты Кеплер-16b, созвездия Лебедя. Наш мир в этом случае явно не смотрелся бы раскаленной, выжженной дотла пустыней, как планета Татуин из «Звездных войн». На Кеплер-16b очень холодно. Там нет воды в жидком виде, и жизнь не может развиваться в такой системе. Более интересен для нас, вероятно, пример Кеплер-1647b, тоже из созвездия Лебедя в 3700 световых годах от Земли. Он вращается вокруг двух звезд, одна из которых чуть больше Солнца, а другая меньше. Планета находится далеко от звезд, и ее оборот по орбите длится безумно долго – 1107 дней. Однако оба ее светила горячее Солнца, со средней температурой около 6000 градусов Цельсия. Это позволяет Кеплер-1647b находиться в обитаемой зоне, области вокруг двух звезд, где на планете может быть подходящая температура для жидкой воды. Но Кеплер-1647b самый большой из всех известных Татуинов, то есть планет в двойной звездной системе. Это газовый гигант размером примерно с Юпитер, у него нет твердой поверхности, а значит, в том мире не может развиваться какая-либо форма жизни, по крайней мере, в нашем привычном понимании. Хотя не исключено, что у экзопланеты есть каменистые спутники, и они гипотетически способны оказаться обитаемыми. Если каждая из двух звезд будет как Солнце, очевидно, что день в цикле будет длиннее в зависимости от того, насколько друг от друга расположены светила. Но самое главное, что светимость двух звезд вместе взятых вдвое превысит нынешнюю. Это будет означать, что намного больше солнечного света достигнет поверхности Земли, что вызовет резкое повышение температуры. Снег вскоре начнет таять, и по мере потепления поверхность будет удерживать больше тепла, чем выделять. В результате температура станет подниматься все выше и выше, океаны испарятся. Конечно, в таких условиях жизнь не сможет существовать на планете, поскольку самым важным ингредиентом для обитаемости является вода. А если немного уменьшить массу звезд, скажем, каждая из них будет составлять около 85% солнечной. В целом это 1,7 массы нашего светила. Поскольку общая гравитация звезд окажется сильнее, чем у Солнца, продолжительность года немного сократится и составит около 280 дней. В сутках будет больше теплых периодов, потому что будет восходить то одно, то другое светило. Это практически все изменения, которые прогнозируют ученые. Мы видим, что в них нет ничего такого, что сильно испортит нам жизнь. И, наконец, рассмотрим самый простой, но довольно распространенный в космосе сценарий, когда оба светила в системе одинаковой массы. Предположим, что мы заменили Солнце двумя звездами, каждая из которых светит в половину нашего светила. В этом случае количество энергии, достигающей Земли, останется прежним, и жизнь в подобном мире окажется примерно аналогично нашей теперешней. Но будет ли Земля стабильна в своей новой конфигурации, вращаясь вокруг двух звезд вместо одной? Пока расстояние до планеты как минимум в 4 раза превышает расстояние между двумя звездами, то да. Тогда Земля, по расчетам астрономов, сможет мирно двигаться вокруг центра масс звезд. Поддержит стабильность системы и расстояние менее 15 миллионов километров между Солнцами. Но если светила окажутся ближе друг к другу, допустим, на расстоянии 7 миллионов километров одно от другого, как у Кеплер-1647, пример этих довольно мирных звезд подсказывает, что ничего плохого с планетой при таком варианте не случится. Наоборот, небесные виды станут невероятно живописными. Представьте, какой завораживающей окажется картина двойных восходов светил. Когда Солнца начнут двигаться по небу, это будет не менее прекрасным. В какие-то моменты одна звезда затмит другую. Такие периоды окажутся очень холодными,
однако достаточно короткими – около 6 часов. То есть подобные похолодания плавно впишутся в общий климат Земли. Еще интереснее будет с тенями. При максимальном расстоянии оба Солнца окажутся на небе всего на 2 градуса друг от друга, и тени станут двойными. В течение примерно половины дня они могут сливаться. Тогда люди увидят тени странной овальной формы из-за перекрывающихся дисков светил. Но самыми удивительными окажутся закаты, невероятно красивыми, каждую ночь немного разными. Другие ученые предполагают, что на Земле с 2 Солнцами день и ночь имели бы совершенно разное значение. При восходе обеих звезд дни станут намного ярче. Ночи тоже окажутся другими, потому что Солнца иногда будут садиться в разное время. И в зависимости от оси вращения нашей Земли, относительно этих 2 Солнц, времена года могут меняться гораздо быстрее. Несмотря на живописное небо, жизнь с 2 Солнцами из-за смены климата, необычной сезонности, освещение днем и ночью наверняка окажется непривычной и менее комфортной. А может, условия вообще окажутся неподходящими для ее поддержания. И если кому-то уж очень хочется в мир с 2 звездами, то лучше включить сериал «Звездные войны» и полюбоваться планетой Татуин. А мы увидим невероятные двойные, тройные и даже семерные звездные системы, как Нью Скорпиона во время космических путешествий. Затем с радостью вернемся в свой привычный, неповторимый мир с одной звездой, тепла и света которой нам хватит с лихвой. Что продемонстрировали наши модели измененной Солнечной системы? Прежде всего то, насколько уникальный механизм представляет собой этот мир. Ученые долго считали, что он незыблем. Еще 200 лет назад астрономы решили, что в Солнечной системе все устроено природой на удивление основательно. Мы можем сколько угодно моделировать в нем глобальные перемены. На самом деле, вряд ли в звездной системе что-то кардинально изменится до конца жизни нашего светила. Однако в последнее время исследователи все больше сомневаются в этих выводах. Раньше в простейшей модели, которая учитывала только гравитационные силы Солнца, планеты вечно двигались по своим эллиптическим орбитам, как заведенный часовой механизм. Но если прибавить сюда гравитационное притяжение между самими планетами, все становится сложнее. Трудно точно рассчитать положение и скорость планет в течение длительного времени при микроскопических сдвигах. Могут ли подобные эффекты взаимного притяжения планет накопиться и сбить настройку всей системы? Астрономы Парижской обсерватории решили проверить стабильность Солнечной системы на миллиарды лет вперед с помощью 1000 симуляций. В большинстве из них стартовой точкой был Меркурий, орбита которого варьировалась в диапазоне чуть менее 1 метра. В подавляющем большинстве случаев после этого все шло как обычно. Планеты продолжали вращаться вокруг Солнца по своим орбитам в виде эллипса. Но примерно в 1% случаев форма пути Меркурия существенно изменилась. Ее эллиптическая траектория постепенно смещалась, пока планета либо не падала на Солнце, либо не сталкивалась с Венерой. В некоторых моделях на пути к своей гибели Меркурий ухитрялся дестабилизировать и другие планеты. Например, Марс вылетал из Солнечной системы или врезался в Землю, а Венера и Земля перед смертью исполняли невероятный космический танец, несколько раз поменявшись местами. Затем планеты сталкивались и разлетались на куски. То есть теоретически существует небольшая, но реальная вероятность того, что дела пойдут наперекосяк. И это, как выяснили ученые, может случиться на самом деле, а не в моделях. Рассмотрим тот же Меркурий. Чтобы совершить путешествие вокруг Солнца по эллиптической траектории, ему требуется примерно 88 земных дней, и с каждым оборотом его орбита реально сдвигается в пространстве. Правда, всего примерно на 0,1 секунды с каждым оборотом Меркурия вокруг Солнца. Этот вид вращения известен как прецессия. Во многом он является результатом того, что Меркурий очень медленно и незаметно притягивают своей гравитацией Венера, Земля и даже Юпитер. Конечно, 0,1 секунды – это совсем небольшой угол, всего 1/10 миллионная от полной окружности.
Но кто может гарантировать, что через миллион лет, сдвинувшись на градус, Меркурий не устроит в звездной системе хаос? Любое изменение начальных условий, даже на волосок, спустя длительный период времени, может изменить облик Солнечной системы. Велика вероятность, что после этого наш звездный дом перестанет быть тихим местом в спокойном рукаве Ориона, галактики Млечный Путь. И в нем исчезнут уникальные условия для поддерживания жизни на Земле. Для нас лучше, чтобы в реальности все оставалось как есть. Солнечная система нам нужна с потрясающими кольцами Сатурна, раскаленной как печь Венерой, ледяным Нептуном и даже надоедливыми порой астероидами. Тогда, вернувшись из самых далеких космических путешествий, мы встретим нашу знакомую Солнечную систему, а не какую-то из ее вариаций. И главное, в ней останется самая крутая планета во Вселенной — Земля. О чем еще, казалось бы, можно мечтать? Но помечтать, согласитесь, тоже очень интересно. Или хотя бы теоретически прикинуть, что может произойти с Солнечной системой при тех или иных крупных изменениях. Будем разбираться в этом и дальше, во время отдыха между путешествиями. А их у нас впереди еще очень много. Все мы, космические путешественники, очень надеемся однажды встретить в каком-то уголке Вселенной мир, похожий на наш. Ученые нашли уже более 5000 экзопланет, и одна из них может оказаться именно тем, что нам нужно. Все небесные тела НАСА расположила в хронологическом порядке, вот на этой потрясающей анимации. Видите, сначала на небосводе выделена только U-образная полоса. Так выглядит наша галактика Млечный Путь. Потом появляются две яркие точки. Они обозначают первые экзопланеты, подтвержденные в 1992 году. С годами число точек на карте растет. Каждую находку отмечают кругом. Его размер указывает на относительную величину орбиты планеты, а цвет говорит о том, каким методом она обнаружена – транзитным, радиальным или иным. Но где на анимации миры, похожие на нас? Современные телескопы не позволяют это точно определить. И все же ученые с помощью длительных наблюдений, расчетов и моделирования считают, что уже могут назвать более десятка земных двойников. Некоторые из них в астрономическом понятии находятся буквально рядом с нами. Куда отправиться космическим путешественникам в поиске второго дома? И какие удивительные существа могут встретить их по прибытию? Прежде чем совершить наш виртуальный полет к таким мирам, давайте разберемся, у каких экзопланет больше шансов оказаться пригодными для жизни. Первым приходит в голову то, что они должны быть похожи на нашу планету, и это совпадает с мнением ученых. Астрофизики разработали специальный индекс подобия Земле, или ESI. Он основан на нескольких наиболее важных показателях: радиусе планеты, плотности, средней температуре поверхности. Их комбинация позволяет вычислить массу объекта, приблизительно определить его химический состав, силу тяжести, наличие атмосферы. Затем можно смоделировать, существует ли на планете вода в жидком виде, а это, несомненно, основа зарождения и развития жизни. Эталоном ESI, конечно, является Земля, которая определена в системе индексом 1. И чем больше другие планеты сходны с нашей, тем ближе их индекс приближается к единице. В зависимости от этого небесные тела делятся на 3 категории. Первая включает те, чьи ESI меньше показателя 0,5. В основном к ним относятся газовые и ледяные гиганты, а также чрезвычайно горячие миры. Сюда попадает большинство планет или спутников Солнечной системы. Достаточно несоответствия Земле по одной важной характеристике, чтобы небесное тело стало неблагоприятным для поддержания жизни и попало в данную категорию. Самый близкий нам пример — Венера. Ее часто называют родной сестрой Земли, потому что масса и радиус обеих планет очень сходны. Однако из-за близости к Солнцу и невероятно плотной атмосфере она раскалена в среднем более чем до 460 градусов Цельсия. Вот почему ESI Венеры составляет 44 сотых, и она, разумеется, не попадает в число условно обитаемых.
Ко второй категории относят планеты, ESI которых обозначен в пределах 0,5–0,8. По основным параметрам они уже заметно больше напоминают Землю. Сюда входят каменистые небесные тела с относительно умеренной температурой поверхности, но не подходящей для жизни. Это также могут быть планеты-океаны или большие спутники. Если жизнь там и существует, то точно не на поверхности и лишь в примитивных формах. А вероятнее всего, они необитаемы. Примером служит Марс с ESI 73. Если бы не холод, замораживающий воду, он стал бы пригодным для жизни. Нас же интересуют планеты с показателем ESI 0,8 и выше, то есть те, которые всего на 20% или меньше отличаются от нашего мира. Вполне вероятно, что некоторые из них обитаемы. Все такие планеты расположены за пределами Солнечной системы. Мы отправимся в условное путешествие к тем, что находятся по соседству. Всего в 4 световых годах от Земли вращается экзопланета Проксима Б. Она обнаружена астрономами в 2016 году во время гравитационных игр со своей звездой Проксима Центавра. Ее засекли радиальным методом, основанным на колебании звезд под влиянием планетарных орбит. Конечно, планеты не могут сильно расшатать более массивные звезды, но спектр цвета от их воздействия у светил слегка меняется. По таким изменениям астрономы уже зафиксировали более 1000 экзопланет. Однако именно Проксима Б шокировала астрономов. Наша космическая соседка оказалась очень похожей на Землю. Индекс сходства составляет 87. Две планеты почти близнецы по размеру и весу. Масса Проксима Б всего лишь в 1,3 раза больше земной. К тому же она, вероятно, каменистая, как и Земля. Если допустить плотность экзопланеты в 5,51 грамм на сантиметр кубический, подобно нашей, ее радиус составляет 1,1 земного. Только вот Проксима Б предпочла поселиться всего в 0,05 астрономических единиц от светила, намного ближе, чем Меркурий от Солнца. И получается, это наверняка пустой обугленный мир, который вот-вот сгорит от жара звезды. На самом деле Проксима Б мирно движется по небу буквально рука об руку со своим светилом. Год на ней длится всего 11 дней. Секрет в том, что Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65–70% излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура. Ее средний показатель по последним оценкам ученых равен приблизительно минус 39 градусам Цельсия. То есть в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода. Оно точно необитаемо. И все-таки, как уверяют астрономы, с такими выводами спешить не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой — в космос. На стороне Проксима Б, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура в той области превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых Эксетерского университета и Британского метеорологического института. Результаты превзошли самые смелые ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат, а значит, там возможны условия, благоприятные для развития жизни. Ученые одно время даже надеялись, что на планете существует высокоразвитая цивилизация. На подобную мысль их натолкнули неизвестные радиосигналы со стороны Проксима Центавра. В 2020 году 20 странных позывных засекли сотрудники американского проекта Black Through Listen по поиску разумной внеземной жизни. Закончилась эта почти мистическая история вполне прозаически. Исследователи быстро пришли к выводу, что никакого передатчика сигналов от инопланетян в районе Проксима Центавра нет. Скорее всего, послания составляли помехи земных генераторов, которые обычно используются в электронных устройствах. И вообще, несмотря на сходство с Землей и благоприятные модели астрофизиков, Проксима Б может оказаться жестоким и бесплодным миром. Близкая звезда со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает от светила в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновского излучения, чем Земля. Да к тому же, как и другие красные карлики, Проксима Центавра время от времени вспыхивает ярким огнем,
выбрасывая мощные потоки излучения. Подобная вспышка произошла в 2017 году, когда звезда в 1000 раз увеличила свою светимость. Ее лучи способны были полностью стерилизовать близкую планету до последнего микроба. И опять космическим путешественникам, казалось бы, нужно расстаться с надеждой найти там обитаемый мир. Но, как показывает практика, жизнь может приспособиться даже к мегапотокам излучения. Лучший тому пример — наша Земля, которая на ранних стадиях развития тоже получала огромные дозы ультрафиолета. И все же она стала домом для множества различных существ. Почему же Проксима Б не повторить наш опыт? Некоторые астробиологи говорят, что на ней не исключена даже разумная жизнь. Инопланетяне могли построить подземные города, куда не доходит смертельное излучение, или же спрятаться от него в водоемах. На Земле есть этому примеры. Коралловые полипы отлично нейтрализуют пагубное действие ультрафиолета флуоресценцией, задействовав специальные защитные белки. Такие формы жизни способны очень сильно светиться, причем даже в видимом диапазоне. Когда-то, возможно, продвинутые телескопы позволят заметить похожее свечение на Проксима Б. А если экзопланета защищена атмосферой, жизнь может кипеть прямо на ее поверхности. Правда, близкая звезда в любом случае интенсивно сдувает атмосферу планеты в космос. Одна из моделей астрономов показывает, что это происходит в 10 тысяч раз быстрее, чем на Земле от воздействия Солнца. Вместе с тем ученые допускают, что Проксима Б сохранила часть атмосферы, если в юности успела сформировать вокруг себя толстый газовый покров. Извержения вулканов, удары комет тоже способны частично компенсировать потери атмосферы за счет выброса газов. Или, по другому предположению, Проксима Б защищена от радиации мощным магнитным полем. Чтобы выяснить все точнее, астрофизики готовят полет к Проксима Б. Но как это может быть? Ведь путешествие при нынешних технологиях, как говорят в НАСА, займет около 73 тысяч лет. Совершить такой перелет люди, конечно, не смогут, а вот механизмы — да. К экзопланете отправится целая флотилия нанозондов. В рамках программы Starshot к Проксима Центавра полетят десятки тысяч крошечных аппаратов размером не более 1 грамма. На орбите зонды откроют огромные солнечные паруса из тонкой фольги. Массивы лазеров Земли направят на паруса потоки излучения, разгоняя мини-корабли. Флотилия наберет 20% скорости света и доберется до Проксима Центавра примерно за 25 лет. Там зонды соберут необходимые данные и передадут на Землю. Тогда люди узнают, какая же она на самом деле — легендарная Проксима Б. А мы тем временем отправимся на расстояние 11 световых лет от Земли, где вращается по-настоящему чудесная планета. Она появилась раньше, чем ее нашли астрономы. Правда, в научно-фантастических рассказах, фильмах и видеоиграх. Так, в космической саге «Вавилон-5» у звезды Рос-128 расположена колония землян. Интересно, что после выхода сериала на экран концепцию подвергли жесткой критике. Тогда считалось, что подобная Земле планета, пригодная для переселения, у красного карлика существовать не может. Взрывные звезды не могут создать вокруг себя подходящее для этого условие. Однако в данном случае критика не попала в точку. В 2017 году планету у красного карлика нашли. Причем она может оказаться именно тем миром, что нам нужен. Речь идет об экзопланете Рос-128b в созвездии Девы. Хотя она расположена почти в 3 раза дальше от нас, чем Проксима Б, со временем все может измениться. Ее звезда Рос-128 очень быстро движется к Земле и через 79 тысяч лет подберется к нам ближе всех других светил. Конечно, к этому времени человечество значительно постареет, но у него появится очень необычная ближайшая соседка. Дело в том, что Рос-128 стоит особняком среди взрывных красных карликов. Это невероятно спокойная звезда. Она предпочитает тихо кружить по небосводу, не доставляя своей планете никаких проблем. По крайней мере, со временем внесения в звездный каталог в 1926 году красный карлик ни разу не вспыхивал. В то же время он не так прост, как может показаться. В 2017 году звезда буквально свела с ума астрономов. Радиотелескопы Аресибо, Грин Бэнк и антенная решетка Аллена
уловили очень странные сигналы от РОС-128. Они наблюдались на более высоких частотах, чем обычный радиовсплеск от красного карлика при его активности. Если бы звезда резко повысила светимость, то сигнал был бы намного ниже. Ученые стали искать причину необычного явления. Самая распространенная гипотеза — звук происходил в результате нового вида вспышки. Есть также версия, что в той области космоса существует еще один источник радиовсплесков, например, фоновая звезда. Другая причина аномалии — спутник на высокой орбите. И да, не сброшено со счетов еще одно объяснение. Сигнал послали инопланетяне. Если здесь замешана внеземная цивилизация, то она наверняка с экзопланеты РОС-128b, похожей на нашу. Ее индекс сходства с Землей составляет 86. РОС-128b открыли в 2017 году в обсерватории Ла-Силья, расположенной в Чили. Полученные данные позволяют астрономам говорить о том, что экзопланета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Год на небесном теле длится лишь 9,9 земных дней, но не будем забывать, что ее звезда — тусклый холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже солнечной. Так что планета получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Исходя из этого, астрономы предположили, что планеты находятся в зоне обитаемости. Однако у них было мало ключевых данных, чтобы выдвинуть соответствующую гипотезу. Первоначально они определили только массу экзопланеты — 1/35 земной. Неизвестным остались химический состав и радиус. Сохранялась большая неопределенность с температурой ее поверхности. В новом исследовании специалисты изучили химический состав РОС-128. Он многое рассказал о планете, ведь она сформирована из того же протопланетного облака, что и звезда. В частности, ученые измерили содержание в звезде 8 химических элементов — углерода, кислорода, магния, алюминия, калия, кальция, титана и железа. Обычно в качестве меры содержания элементов тяжелее гелия астрономы используют концентрацию железа. Выяснилось, что по этому ключевому параметру РОС-128 похожа на Солнце. А вот соотношение железа и магния в ней дало подсказку уже о ядре экзопланеты. Оно железное и может оказаться даже больше, чем у Земли. Учитывая также, что радиус РОС-128b превосходит земной на более чем в 1,7 раза, она наверняка скалистый мир, а не мини-Нептун. Состав и радиус РОС-128b помогли определить ее отражательную способность и, следовательно, оценить температуру. Она предположительно аналогична земной, хотя, скорее всего, не на всей экзопланете. Из-за близости к звезде она, вероятно, всегда обращена к светилу одной стороной. Так что половина РОС-128b представляет собой ледяное царство, а другая — раскаленный ад. И все время из-за разницы температуры над поверхностью бушуют ужасные бури. В этом случае обитаемой будет только маленькая полоса на границе двух полушарий, которую называют полосой терминатора. Однако все может оказаться иначе. Если у РОС-128b подходящая атмосфера, то она выровняет температурные качели. Средний показатель составит приятные плюс 20, хотя сильные ветры и при таком развитии событий постоянно будут бушевать на РОС-128b. Тогда космические путешественники, возможно, встретятся в том сумеречном мире с удивительными существами. В тусклом свете красного карлика растения, наверное, окажутся более темными и приземистыми, а животные не вырастут большими, если учесть, что на планете, скорее всего, меньше кислорода. И у них должно развиться инфракрасное зрение, поскольку передача сигналов посредством звука или запаха будет затруднена из-за шума ураганов. Если же на РОС-128b есть океан, жизнь, может, зародилась в нем, получив в воде защиту от ветра и возможных вспышек на пока спокойном красном карлике. Обширные массивы планктона и водорослей могут стать основой водной жизни на планете. Не менее удивительный мир космические путешественники найдут и немного дальше, на расстоянии 12,2 световых лет от Земли в созвездии Малого Пса. Он расположен у красного карлика Лейтон, или, как его еще принято называть, GJ-273. Эта звезда имеет очень скромные параметры. Ее радиус составляет 29,3%.
масса 29%, светимость 88% от солнечной. И температура GJ-273 намного меньше, чем у нашей звезды – 3382 Кельвина. Однако это не мешает маленькому, тусклому и холодному светилу поддерживать целую планетарную систему. Причем небесные тела в ней больше Земли. Возможно, у GJ-273 их 4, но пока доказано существование 2. Обе экзопланеты открыли практически одновременно в 2017 году методом радиальных скоростей. Внутри системы вращается GJ-273c или Layton-C. Экзопланета с массой в 1,18 земной. Она за 5 дней полностью проходит по орбите вокруг звезды, а значит, находится очень близко к светилу. Даже с учетом того, что красный карлик тусклый и холодный, Layton-C наверняка сильно раскалена. Она не находится в обитаемой зоне звезды. Другое дело внешняя экзопланета Layton-B или GJ-273b. Этот мир расположен очень далеко от соседнего, хотя и близко к звезде, на расстоянии в 91 тысячную астрономической единицы. Экзопланета совершает полный оборот вокруг светила за 18,6 дней. К слову, именно это заставляет астрономов предполагать, что между двумя космическими соседками прячется еще одна. Отношение периодов B и C составляет примерно 1 к 4 и не соответствует типичной плотной упаковке планетарных систем красных карликов. Гипотетическая субземля с орбитальным периодом примерно в 9,39 дней идеально дополнила бы эту конфигурацию. Но нам сейчас важнее выяснить все о Layton-B. Способна ли она поддерживать жизнь? Планета находится гораздо ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Значит ли это, что она чересчур жаркая? Не обязательно. Зона обитаемости у красных карликов расположена к ним очень близко, и Layton-B попадает примерно в ее середину. И она сильно смахивает на нашу планету. Индекс подобия Земле у Layton-B составляет 91/100, хотя она имеет в 3 раза большую массу. Радиус небесного тела точно неизвестен, но оценивается в диапазоне от 1,4 до 1,5 земных. Несмотря на близость к своему красному карлику, экзопланета получает всего на 6% больше излучения, чем наша планета. По оценкам астрофизиков, температура GJ-273b составляет около минус 14 градусов. Если же у нее имеется атмосфера, то температура ее поверхности может достигать плюс 19. Повышает шансы на обитаемость планеты и то, что звезда Лейтон считается относительно спокойным красным карликом. Вероятность негативного влияния звездных вспышек на атмосферу Layton-B достаточно низкая. Правда, скорее всего, планета из-за гравитационного влияния близкого светила всегда повернута к нему одной стороной. Тогда на ней будет обитаема только зона терминатора. Ну а если GJ-273b защищена плотной атмосферой, для жизни пригодна вся ее поверхность. Астрономы высоко оценивают возможность того, что на Layton-B обитают какие-либо существа, и даже ищут с ними контакты. В октябре 2017 года к звездной системе Лейтона в рамках программы поиска внеземных цивилизаций METI было отправлено 3 радиосигнала с музыкальными произведениями известных композиторов. Сообщение дойдет до планеты в 2029 году. Если они попадут по назначению, то каким окажется адресат? Возможно, существом во многом похожим на земных. Но из-за того, что Layton-B больше Земли, обитатели экзопланеты скорее более приземисты, с короткими конечностями. Их сильные мускулы и крепкий скелет должны преодолевать повышенную силу тяжести. Не исключено, что наше послание прочтет какой-то могучий рептилоид на коротких лапах с толстой кожей, защищающий его от высокой радиации. Или оно попадет к другим, не менее экзотическим существам. Только поймут ли они наш музыкальный привет? Пока ученые с этим разбираются, мы переместимся чуть дальше, на расстояние 12,5 световых лет от Земли, и попадем в мир вечных сумерек, который царит у звезды Тигарден в созвездии Овна. Она не просто тусклая, это самая темная из всех светил, известных астрономам. Хотя звезда и близко к нам, без телескопа Тигарден не увидеть. Ее светимость более чем в 1000 раз слабее солнечной.
И она очень маленькая. Радиус Тигардена почти в 10 раз меньше, чем у Солнца, а масса составляет примерно 9% солнечной. Иными словами, это почти коричневый карлик, но все же чуть больше. Возможно, он потерял свою массу и сжался в силу своего преклонного возраста более чем 8 миллиардов лет. Хотя для красного карлика, как звезда Тигарден, это, можно сказать, не возраст. Он может жить миллиарды лет. У его планет будет более чем достаточно времени для зарождения и развития жизни. Звезда медленно, но уверенно движется по небосводу. Ее уже несколько потрепало время, и красный карлик утратил типичную для звезд своего спектра высокую магнитную активность. Но у него вполне хватит сил, чтобы удерживать сразу две планеты, причем землеподобные. Обе находятся в обитаемой зоне звезды. Внешняя планета Тигарден-С движется почти по идеальной круговой орбите в центре системы. При радиусе орбиты 0,045 астрономической единицы она совершает полный оборот вокруг звезды за 11,5 дней. Предположительно, это скалистое небесное тело массой на 3,5% больше Земли. Его вряд ли назовешь гостеприимным миром. Скорее всего, это планета-снежок, поскольку получает от тусклой звезды на 65% меньше света, чем Земля от Солнца. Температура на поверхности Тигарден-С оценивается в минус 47 градусов. Это, конечно, слишком мало для поддержания жизни в тех формах, что мы знаем. Какие-то существа могут выжить там только в подземных океанах, если они есть под толстым слоем льда. Для космических путешественников наверняка окажется интереснее внутренняя планета Тигарден-Б. Астрономы говорят, что она похожа на Землю больше всех других известных им миров. Ее ESI составляет немыслимый показатель – 0,97. То есть это практически наш космический двойник, который только на 3% отличается от Земли. Конечно, экзопланета расположена намного ближе к своему красному карлику, чем Земля к Солнцу. Это небесное тело находится на расстоянии 0,025 астрономических единиц от звезды. Очень заманчиво для тех космических путешественников, которые обожают праздники. 5 дней полного оборота вокруг своего светила, и Тигарден-Б готова пролистнуть год на своем календаре. Из-за такой близости экзопланета получает от звезды на 15% больше радиации, чем Земля. Но чем же она тогда похожа на Землю? Следуя практически по круговой орбите, Тигарден-Б, как и наша планета, постоянно находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса и радиус отличаются от земных на ничтожную цифру – 0,01%. Это означает, что сила тяжести в обоих мирах тоже очень близка. И вполне логичным будет предположить, что внутренний состав планет также почти идентичен. В центре экзопланеты находится массивное металлическое ядро, а вокруг него толстый слой мантии. Внешняя часть небесного тела покрыта тонкой корой из затвердевших пород. Математическое моделирование показывает, что средняя температура на Тигарден-Б составляет в среднем 28 градусов. При таких показателях на планете может плескаться целый океан жидкой воды, благоприятный для развития множества микроорганизмов. Может, жизнь развивается и на поверхности экзопланеты, если она прикрыта плотной атмосферой. По крайней мере, масса Тигарден позволяет астрономам предположить, что подобное покрывало у экзопланеты есть. Хотя не исключен и неблагоприятный сценарий. Тигарден-Б, скорее всего, постоянно повернута к близкому светилу одной стороной. Тогда на ней наблюдается резкий перепад температур на дневном и ночном полушарии. Кроме того, не будем забывать, что звезда Тигарден является красным карликом. И хотя обычно он очень тусклый, в любой момент может вспыхнуть, увеличив яркость до 30%. Такое событие негативно отразится на очень близкой к ней экзопланете, которую зальет потоками смертельного излучения. Но даже в этом случае шансы, что там существует жизнь, остаются велики. Например, тот же океан может служить защитой от радиации и резких изменений температур. Верхний слой воды будет поглощать излучение, а течение смягчать температурные контрасты. Тогда примитивные организмы смогут эволюционировать в теплых глубинах океана, и у них окажутся шансы развиваться в нечто сложное. У экзопланеты Gliese 832c из созвездия Журавля шансы на поддержание жизни также достаточно высоки. Чтобы их оценить, космическим путешественникам нужно совершить условный полет
на расстоянии примерно 16 световых лет к красному карлику Gliese 832. Его планетная система, по мнению астрономов, похожа на уменьшенную версию нашей Солнечной. Внешние планеты Gliese 832b – газовый гигант, напоминающий Юпитер. А вот внутренняя Gliese 832c – суперземля, которая вращается в зоне обитаемости звезды. У нее высокий индекс подобия Земле – 81. Однако экзопланета во многом отличается от нашей. Ее масса примерно в 5,4 раза больше, а радиус в 2,14 раза. Экзопланета находится близко к звезде на расстоянии 0,16 астрономической единицы, то есть в 6 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Полный оборот по орбите она совершает всего примерно за 36 дней. Несмотря на это, Gliese 832c получает примерно столько же энергии от своего тусклого красного карлика, сколько Земля от своего желтого. Светимость Gliese 832 всего 0,7% от солнечной, а масса и диаметр примерно вдвое меньше. И красный карлик почти в 2 раза холоднее, имея температуру 3000 кельвинов. Так что обитаемая зона находится намного ближе к звезде, чем в Солнечной системе. Из-за этого температура на Gliese 832c, согласно моделям астрономов, похожа на земную. Хотя не совсем. Условия на экзопланете сильно меняются по мере ее вращения вокруг звезды. У Gliese 832c значительно растянута орбита, и она то входит в обитаемую зону, то покидает ее. Это должно приводить к резким перепадам температуры. Однако выровнять эти колебания может плотная атмосфера, которая вполне вероятно окутывает планету. А наклон ее оси обеспечивает стабильную смену времен года. Хотя экзопланета, скорее всего, всегда повернута к звезде одной стороной, на ней может быть жидкая вода. Некоторые данные указывают на то, что на Gliese 832c много водоемов и даже большой океан, покрывающий не менее 75% суши. Почти как на нашей планете, где вода занимает чуть более 70% поверхности. Учитывая это, ученые считают экзопланету одним из самых перспективных небесных кандидатов на обитаемость. Какую картину космические путешественники могут увидеть в том мире? Сумеречное небо, затянутое темными облаками, красное огромное светило, которое проглядывает сквозь них, пологую равнину без гор и холмов, сглаженных огромной силой тяжести. Местами теплые неглубокие моря, ураганы, сбивающие с ног, океаны в узком кольце пространства между холодным и теплыми полушариями. Именно в них будет скапливаться вода, проливаясь из сформированных на южной стороне облаков. Ледники с северной стороны также станут таять в пограничной зоне. Смены времен года окажут эффект, похожий на земные приливы и отливы вдоль под влиянием Луны, то есть полноводные водоемы будут пересыхать, а затем вновь наполняться до краев. Перемешиваясь с почвой, вода обогатится различными веществами и станет благоприятной средой для развития простых организмов. Океан защитит их от высоких и низких температур, сильных ветров и сгладит высокую гравитацию. А в сухой период водные обитатели, возможно, впадут в анабиоз, или мигрируют в более комфортные зоны, от солнечного края к теневому и наоборот. Жизнь так пластична, что наверняка найдет для себя выход. Примерно так же, вероятно, все происходит на некоторых экзопланетах в системе звезды Тропист-1 созвездия Водолея. Чтобы туда попасть, космическим путешественникам надо отправиться на расстояние примерно в 40 световых лет от Земли. Это намного дольше, чем в предыдущих случаях, но поверьте, столь долгое путешествие того стоит. Система Тропист-1 на сегодняшний день является уникальной. В ней сразу 7 экзопланет вращаются возле ультрахолодного красного карлика Тропист-1. Планеты буквально столпились вокруг своей звезды и не вышли бы за пределы Меркурия, оказавшись в Солнечной системе. В такой тесноте небесные тела расталкивают друг друга гравитацией, что позволило астрономам довольно точно определить их массу. Результат поразил астрономов. Оказалось, что все обитательницы системы Тропист-1 относительно похожи на Землю. Причем минимум 3 из этих миров, D, E и F, входят в обитаемую зону светила. Хотя они выбрали место жительства почти вплотную к звезде, их красный карлик намного холоднее нашего Солнца и меньше на 10%. И зона Златовласки с пригодными для жизни условиями в системе находится близко к звезде.
Последние исследования космического телескопа Хаббл к тому же еще раз подтвердили, что эти экзопланеты не имеют пухлых атмосфер с преобладанием водорода, то есть ТРАППИСТ-1, Е и F вероятно окутаны характерной для каменистых небесных тел атмосферой, как Земля. Она защищает небесные тела от избытка звездного излучения. И, конечно, целью нашего путешествия станут именно эти планеты. Мы сделаем остановку на каждой из них. ТРАППИСТ-1d вполне можно назвать Марса-Венерой. И вот почему. По своим параметрам она напоминает оказавшийся на месте Венеры Марс. Эта третья планета системы Красного Карлика находится очень близко к своему Солнцу, делая полный оборот вокруг него всего за 4 дня. Вероятно, она все время повернута к своему Солнцу одной стороной. Причем ТРАППИСТ-1, можно сказать, с легкостью движется по небосводу. Ее масса составляет всего лишь 39% земной, а радиус – почти 80%. А значит, легкое небесное тело вряд ли может удержать вокруг себя плотную атмосферу. Так и Марс почти полностью потерял свою газовую оболочку из-за малой массы. У ТРАППИСТ-1d также, скорее всего, отсутствует мощное магнитное поле, и все же ей присвоен высокий индекс подобия Земле – 0,89, поскольку экзопланета каменистая. Кроме того, она имеет сходство с нашей по размеру и находится в обитаемой зоне звезды. На четвертой планете системы ТРАППИСТ-1e годы также пролетают как мгновение, и через каждые 6 суток наступает новый. Но в остальном это небесное тело больше своих соседок напоминает наш мир. Его индекс ESI достигает очень высокого показателя 0,95. По диаметру экзопланета только на 8% отстает от нашей, хотя на 30% менее массивна, чем Земля. Зато плотность ТРАППИСТ-1e очень большая – 5,65 грамма на сантиметр в квадрате. В этом небесное тело немного превзошло Землю, у которой данный показатель равен 5,51 грамму на квадратный сантиметр. То есть на экзопланете могут быть океаны, только их меньше, чем у нас. Кроме того, причиной большой плотности может служить огромное железное ядро. В остальном ТРАППИСТ-1e настоящий хамелеон, который в ходе исследований ученых меняет в нашем представлении свою внешность. Сначала астрономы выяснили, что у нее нет безоблачной атмосферы с преобладанием водорода. Это означает, что ее должна окружать компактная атмосфера, как у скалистых планет Солнечной системы. Подобная оболочка повысила бы шансы ТРАППИСТ-1e на обитаемость, но ее до сих пор не нашли, так что атмосфера у экзопланеты может оказаться тонкой, как у Марса, либо вообще отсутствовать. Остальные характеристики этого мира тоже еще тщательно не изучены, но первые результаты обнадеживают. Сила тяжести на экзопланете, по имеющимся данным, составляет 80% от земной. Температура поверхности равняется минус 27 градусов Цельсия. Однако это в среднем. ТРАППИСТ-1e, как принято в системах красных карликов, вероятно, все время обращена к своей звезде одной стороной. Тогда температура на полушариях сильно расходится в показателях, а между ними может находиться зона с умеренным климатом, подходящая для жизни. ТРАППИСТ-1f, скорее всего, тоже постоянно находится одной стороной к своей звезде. Но эта экзопланета выбрала место подальше от светила и им проходит по орбите за 9 суток. Радиус и масса небесного тела практически такие же, как у Земли, а плотность немного меньше. Как и две ее соседки, экзопланета вращается внутри обитаемой зоны Красного Карлика. Но тусклое Солнце способна нагреть небесное тело только до минус 55 градусов Цельсия. Тогда это безжизненная планета-снежок. И все же ученые надеются, что ТРАППИСТ-1f благоприятна для развития жизни, по крайней мере, в зоне терминатора. Там будет полоса умеренной температуры с показателями около 0, что подходит для сохранения жидкой воды. Или даже большая часть планеты может быть обитаемой, но только если ее прикрывает достаточно плотная атмосфера, способная передавать тепло на теневую сторону. Что касается оставшихся экзопланет этой уникальной системы, то они точно непригодны для жизни. ТРАППИСТ-1b и С расположены слишком близко к Красному Карлику и сильно раскалены. ТРАППИСТ-1g и H, наоборот, чересчур далеко от звезды, потому навсегда закованы в ледяную броню. И на этом путешествие к самым близким экзопланетам, пригодным для жизни, можно было бы закончить.
Но нам надо разгадать еще один секрет. Вы, конечно, заметили, что мы побывали только на потенциально пригодных для жизни экзопланетах в системах красных карликов. Почему не у других звезд? Ну, прежде всего, астрономы считают, что красные карлики – самый распространенный тип звезд во Вселенной. По разным оценкам, их в нашей галактике Млечный Путь около 70-80%. И в их системах землеподобные планеты встречаются чаще, чем у других светил. Кроме того, гигантские звезды живут мало и уже через десяток миллионов лет, как правило, взрываются сверхновыми. Солнцеподобные светят на порядок дольше, с десяток миллиардов лет, а затем мирно умирают, проходя через стадии красных гигантов. Большинство красных карликов совсем другое дело. Звездные модели показывают, что энергия в них передается со струями или потоками самого вещества. Следовательно, гелий, образующийся в результате термоядерного синтеза водорода, постоянно перемешивается по всей звезде, избегая накопления в ядре. Тем самым значительно продлевается период термоядерного синтеза. Вот почему маломассивные красные карлики развиваются очень медленно, сохраняя постоянную светимость в течение триллионов лет. Например, звезде Тропист-1 сейчас примерно 7,5 миллиардов лет. И если для нашего Солнца это был бы почтенный возраст, то красный карлик только начинает свой жизненный путь. По некоторым подсчетам, Тропист-1 будет светить 10 триллионов лет, примерно в 700 раз дольше, чем существует мироздание. Правда, из-за сравнительно небольшого возраста Вселенной пока не существует красных карликов на продвинутых стадиях эволюции. Голубые. Впрочем, других звезд тоже в небе не так уж мало. Но слишком горячие сжигают дотла поверхность своих планет, так что на них не может зародиться жизнь. Не подходят и голубые гиганты, которые умирают очень молодыми. Если вокруг них и сформируются планеты, они будут расплавленными горячими шарами к моменту взрыва их светила сверхновой. К тому же голубые гиганты, как правило, нестабильны, изменяются в разных временных масштабах и выбрасывают в космос большое количество материи. А вот в солнцеподобных звездах сомневаться не приходится. Мы точно знаем на примере Земли, что желтые карлики могут поддерживать жизнь. Действительно, у некоторых солнцеподобных звезд астрономы находят экзопланеты в обитаемой зоне, хотя значительно реже, чем у красных. Это неудивительно, ведь, как мы говорили, их нельзя назвать долгожителями, как красных карликов. К тому же желтых светил меньше, и не каждый имеет планетную систему, тем более потенциально обитаемую. Но вот экзопланета Тау-Кита-Е как раз то, что нам нужно. Она вращается вокруг солнцеподобной звезды всего в 12 световых годах от Земли. Однако мы не включили это небесное тело в маршрут своего космического путешествия, чтобы просто не попасть в просак. Планеты может не оказаться на указанном месте, поскольку астрономы еще окончательно не убедились в ее существовании. Если она есть, то это, скорее всего, суперземля массой в 4,3 раза больше нашей планеты. Она вращается на расстоянии примерно в 0,55 астрономической единицы от звезды, совершая оборот вокруг светила за 168 дней. По мнению астрономов, Тау-Кита-Е находится вблизи внутреннего края обитаемой зоны звезды. Планета получает примерно на 60% больше света, чем Земля от Солнца. Она, несомненно, сильнее нагрета. Хотя ученые не исключают, что условия на ней подходят для существования простых гипертермофилов. На Земле среди одноклеточных есть примеры подобных любителей понежиться в кипятке, а вблизи гидротермальных источников также ведут кипящую жизнь красивые многощетинковые черви. Правда, они прячут свои тела в длинные хитиновые трубки, чтобы не свариться. Подобные или какие-либо другие существа, возможно, обитают и на планетах у оранжевых карликов. Такие светила даже более гостеприимны для жизни, чем солнцеподобные. Они дольше живут и за все время увеличивают свою яркость всего на 15-20%. Это означает, что у обитателей планет в их окрестностях есть гораздо больше времени на эволюцию. Возможно, что по такому сценарию развиваются события у оранжевого карлика HD 40307 из созвездия Живописца. Светило, которое находится в 42 световых годах от Солнца, собрало вокруг себя целых 6 экзопланет. В зоне его обитаемости находится HD 40307G, суперземля массой примерно как 7 наших планет.
Это небесное тело совершает оборот по орбите за 320 дней, что сопоставимо с годом на Земле. Другие характеристики HD 40307G пока точно неизвестны, да и само ее существование окончательно не подтверждено. Ученым еще предстоит проделать большую работу, чтобы удостовериться в обитаемости всех этих экзопланет, а также найти новые. Причем следует проверить их на наличие биосигнатур. Например, на Земле атмосфера насыщается кислородом благодаря жизнедеятельности различных существ. Если такое количество кислорода окажется где-то на экзопланете, это даст подсказку о ее обитаемости. И очень важно в ближайшие 10 лет обнаружить хотя бы одну пригодную для жизни экзопланету. Тогда, по расчетам ученых, в Млечном Пути с вероятностью 95-97% есть и другие обитаемые миры. Но для исследований нужны более продвинутые технологии. Прорыв в ближайшем будущем могут обеспечить чрезвычайно большой телескоп и гигантский Магелланов телескоп в Чили, 30-метровый телескоп на Гавайях, которые готовятся к запуску. Все они позволят астрономам более тщательно исследовать экзопланеты по необходимым параметрам и точно найти нужное. Согласитесь, это будет чудесной новостью для нас, космических путешественников. Тогда мы безошибочно определим свой маршрут к удивительным обитателям других миров. Бури — это то, с чем никто из нас не хотел бы столкнуться. Некоторые из них достигают невероятной силы и сметают все на своем пути. Совсем недавно в Ирландии ураган Дорис вырвал с корнем гигантское 200-летнее дерево, настоящий раритет, который снимали в сериале «Игра престолов». Однако самым смертоносным ураганом считается Галвестонский, обрушившийся на Техас в 1900 году. Он мчался по планете со скоростью 214 км в час и унес жизни около 8000 человек. Но это лишь ласковое дуновение ветерка по сравнению с грандиозными бурями во Вселенной. Именно в такие адские места мы приглашаем сегодня космических путешественников. Тур будет экстремальным, так что придется воспользоваться самым прочным космическим кораблем. И держитесь крепче. Нас будет трясти, крутить, пинать, даже топить. Хотя, может, сила небесных бурь преувеличена? Трудно представить, что в космическом вакууме ветер может набрать ужасную силу. Разберемся в этом прямо сейчас. Но какие явления мы будем искать в небе? Только бури? Или еще обратим внимание на ураганы и штормы? Все они нас интересуют. Хотя бы потому, что термины обозначают одно и то же физическое явление, только отличное по силе. Его оценивают по-разному. В популярной шкале Бафорта бурей называется очень сильный ветер, который на скорости 25-28 метров в секунду ломает деревья, сносит самые большие здания. Он поднимает волны, которые топят корабли. При сильной буре значение ветра немного увеличивается, а при шторме и сильном шторме, наоборот, уменьшается. И, наконец, ветер, который дует быстрее 32 метров в секунду, характеризуется как ураган. Каждый год на Земле в среднем возникает 10 ураганов, но в 2015 году их было рекордное количество – аж 28. Почти половина всех земных ураганов каждый год накрывает Флориду. Жители штата привыкли к этому и зачастую не соблюдают всех правил эвакуации. Сложилась даже традиция оставаться дома и устраивать ураганные вечеринки. Перед ударом стихии друзья собираются вместе, запасаются вкусностями и пируют, пока за окном бушует шторм. Один местный супермаркет даже продает специальные торты для ураганных вечеринок. Повод для таких встреч возникает, когда ветер зарождается в результате неравномерного распределения атмосферного давления, вследствие непрерывного изменения давления во времени и пространстве. Скорость и направление его порывов также постоянно меняются. Но это на Земле. В космосе нет воздуха, и бури там совсем другие. В безвоздушном пространстве ветры возникают не так, как на нашей планете. Их разгоняют самые яркие объекты во Вселенной — звезды.
Хотя светила кажутся нам стабильными и статичными, на самом деле они активные и непредсказуемые. Звезды испускают в космос потоки частиц, и если они набирают бешеную скорость, возникают штормы. Частицы вылетают наружу либо в результате критического давления в ядрах звезд из-за термоядерного синтеза, либо благодаря их магнитному полю. При этом ветры светил с малой и средней массой, таких как Солнце, обычно вызываются магнитными полями. Взаимодействие магнитных полей дает частицам во внешних слоях звезды достаточно энергии, чтобы преодолеть гравитацию. Этот процесс и генерирует звездные ветры, которые заставляют светила терять свою массу. Пример бури на солнцеподобных звездах привести легко. Конечно же, благодаря Солнцу. Считается, что выбросы частиц или стримеры исходят от больших ярких пятен в солнечной короне, корональных дыр. Солнечный ветер создается при расширении наружу целого пласта заряженных частиц или плазмы из короны светила, самого внешнего слоя его атмосферы. Плазма постоянно нагревается до такой степени, что гравитация Солнца перестает ее удерживать. Поток движется вдоль силовых линий магнитного поля звезды, которые простираются наружу. Когда наше светило раз в 27 дней делает оборот по орбите, то сворачивает линии магнитного поля над своими полярными областями. Образуется большая спираль, которая вращается как карусель, создавая постоянный поток ветра. Солнце находится на огромном расстоянии от Земли, равном почти 150 миллионам километров. И все равно после взрыва ионизированные частицы долетают до нас всего за 2-3 суток. Большинство из них глобальное магнитное поле перенаправляет на полюса. Только небольшое количество частиц проникает в атмосферу, испуская лучи при столкновении с молекулами газа. Но когда на Солнце начинаются очень мощные вспышки, заряженные частицы мчатся по космосу в 2 раза быстрее, чем обычно. И все превращается в настоящий кошмар. Тогда звезда выделяет гигантское количество энергии, равное 160 миллиардам мегатонн тротила. Потоки частиц с такой силой бомбардируют магнитное поле планеты, что пробивают его или значительно деформируют. Это вызывает геомагнитные бури, и самые сильные из них способны натворить на планете множество бед. Удары наносят большой вред здоровью метеозависимых людей, выводят из строя электричество и электронику. Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe подлетает к светилу ближе любого космического корабля. Это значит, что он способен заметить корональные выбросы раньше других аппаратов. Данные зонда помогают ученым точнее отследить, где на Солнце рождается буря, и даже отчасти определить ее направление. Тем временем астрономы ищут звездные бури этого типа и на других желтых светилах. Модели показывают, что подобные явления должны существовать на звездах, однако зафиксировать их не удавалось. Наконец, международная исследовательская группа впервые напрямую смогла наблюдать звездные ветры, поднятые 3 светилами типа Солнца. Это 70 Змееносца, Эпсилон Эридана и 61 Лебедя. Ученые зарегистрировали рентгеновское излучение их астросфер, горячих плазменных пузырей, расположенных вокруг светил. Эти пузыри состоят из материала, который звездный ветер вынес в межзвездную среду. Исследователи оценили скорость потери массы 3 светилами в 9,6–66,5 раза быстрее Солнца. То есть эти звезды поднимают бури намного сильнее солнечных, что можно объяснить их невероятной магнитной активностью. У 3 желтых звезд, которые изучали астрономы, скорее всего, есть свои планеты. Им наверняка не очень комфортно находиться в такой штормовой среде. Бури заряженных частиц испаряют атмосферы планет в космос и, следовательно, приводят к потере ими массы. Правда, планеты теряют вес очень медленно и незаметно. Это невозможно заметить через час и даже через год. Однако в течение длительных геологических периодов подобные процессы становятся очевидны. По мнению астрономов, они способны менять судьбы небесных тел. Цветущая планета, которая имеет потенциал стать обитаемой из-за критической потери массы, может превратиться просто в большую безжизненную скалу. Но настоящие ураганы бушуют вокруг огромных массивных звезд. Некоторые бури
набирают такую силу, что способны вынести в космос половину даже самой гигантской звезды. Наиболее сильными ветрами славятся звезды Вольфа-Райя. По многим параметрам эти светила считаются непревзойденными во Вселенной. Они самые массивные, горячие, яркие изо всех солнц. Температура фотосфер звезд Вольфа-Райя составляет в среднем 50 тысяч кельвинов, но может достигать и 210 тысяч градусов. Солнце, желтый карлик, прямо скажем, потерялось бы на фоне этих удивительных звезд. Хотя, наверное, скромные размеры в этом случае только на руку нашему светилу. Звезды Вольфа-Райя порождают самые быстрые ветры в космосе, которые с невероятной скоростью лишают их материи и укорачивают жизнь. Эти сверхмассивные звезды зачастую окруженные флуоресцирующими туманностями, крайне редки во Вселенной. В нашей галактике Млечный Путь их зафиксировано всего около 500. Наверное, это связано с очень короткой жизнью сверхгигантов, которая не превышает нескольких миллионов лет. Затем они взрываются сверхновыми и превращаются в нейтронные звезды или черные дыры. Хотя звезды Вольфа-Райя очень редки, их легко найти в космосе, только надо знать места, где обычно проходят их яркие тусовки. Это регионы, которые отличаются повышенной концентрацией пыли и газа, нужной для формирования небесных тел. Иногда в таких скоплениях насчитываются десятки и сотни юных горячих голубых или бело-голубых сверхгигантов. Так, компактное звездное скопление R136 в туманности Тарантул — настоящее общежитие юных гигантов. Там, в 163 световых годах от Земли, ведут яркую жизнь светила возрастом менее 2 миллионов лет. В центральной части скопления обитает сразу 12 звезд Вольфа-Райя. Но это не все. Еще 19 находятся в периферии скопления. Среди них мы увидим настоящего уникума, самую массивную и яркую из известных звезд Вселенной — R136A1. Астрономы еще не измерили силу ураганов, которые поднимают эти гиганты. Однако они подозревают, что более грандиозные бури трудно найти во Вселенной. Наиболее яркая звезда Млечного Пути, WR-25, создает вокруг себя не менее экстремальную среду. Она находится в центральной части туманности Киля в 7500 световых годах от Земли. Светимость этой звезды Вольфа-Райя составляет 6,3 миллиона солнечных. Колоссальное излучение монстра поднимает звездные бури, которые несутся со скоростью 3300 км за секунду. Для сравнения, солнечные ветры разгоняются всего лишь 400-800 км в секунду. На пути таких исполинов лучше не попадаться, особенно если они на стадии сверхновой. Грозят ли последствия подобной звездной катастрофы Земле? Пока в скором взрыве сверхновой подозревают WR-104, двойную звезду, расположенную в созвездии Стрельца на расстоянии около 8000 световых лет от Земли. Она состоит из массивных голубых светил, которые обращаются друг вокруг друга за 220 дней. К переходу на стадию сверхновой готовится главная звезда Вольфа-Райя. Ранее считалось, что поток гамма-излучения, выброшенный при катастрофе, способен достигнуть Земли. Но это предположение не подтвердилось. Взрыв произойдет в ближайшие несколько сотен тысяч лет, и до нас он не дотянется. Второе светило в системе — голубой сверхгигант. Оба компонента выбрасывают в космическое пространство горячее вещество и стремительно теряют массу. Частицы разгоняются до скорости 2000 км в секунду и поднимают вокруг себя ужасные бури. По мере вращения гигантов звездные ветры из газа и пыли переплетаются и, закручиваясь в спирали, образуют туманность Вольфа-Райя. И ни одно светило, казалось бы, не способно зарождать в космосе ураганы сильнее, чем эти гиганты. На самом деле у них есть соперники. Маленькие мертвые звезды, пульсары, которые как зомби не хотят тихо покоиться на небесных кладбищах. Они вращаются аномально быстро и поднимают грандиозные бури, их звездный ветер временами почти достигает скорости света.
Возьмем, к примеру, систему PSR B1259-63/LS 2883, которая создала один из самых потрясающих блокбастеров во Вселенной. В нем участвуют двое актеров. Огромная голубая звезда в 10 раз массивнее Солнца и маленький пульсар. Однако именно мертвая звезда заправляет в этом сюжете. Она вращается вокруг гиганта с бешеной скоростью, совершает 20 оборотов за секунду. Пульсар поднимает вокруг себя гигантские цунами из частиц, которыми накрывает свою соседку. Эти порывы один за другим срывают внешние слои голубого гиганта, и со временем он рискует оказаться полностью раздетым. А пока из его материи в системе формируется плотное облако, что придает космической истории еще большую остроту. Примерно каждые 3,5 года пульсар проходит через это облако и с силой расширивает его сгустки по пространству. Звездный ураган, исходящий от пульсара, разгоняет эти комки до скорости самой быстрой ракеты. Но не превратится ли наш блокбастер в реалити-апокалипсис, если подобные снаряды долетят до Земли? Ученые из университета Джорджа Вашингтона говорят, что беспокоиться не стоит. Пульсар находится очень далеко, на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Последние наблюдения обсерватории Чандра показали, что пульсар бомбардирует космос со скоростью в 15% от световой. Даже если его снаряды будут направлены прямо на Землю, то долетят через 50 миллионов лет. Ураганные ветры пульсаров и других звезд Вселенной особенно разгоняются на просторе, в слабо заселенных местах космоса, таких как туманности. Эти гигантские облака — не полный вакуум. В них есть газ, хотя в ничтожных количествах. Если зачерпнуть чайной чашкой вещество из межзвездного пространства, то в ней окажется примерно 20 атомов водорода и 2 атома гелия. Приблизительно столько же в нашем воздухе содержится атомов кислорода и азота. Пространство в туманностях также перемешано с космической пылью, пронизано межзвездными магнитными полями и излучением. Когда звезды взбалтывают все это своими мощными ветрами, то наполняет туманности странными фантастическими структурами. Давайте посмотрим, что скрывается в глубинах этих живописных призрачных облаков. Только осторожно, бури там бывают невероятно сильными и опасными для любого объекта, который окажется на их пути. Туманность Вуаль в 2400 световых годах от нас — огромный участок светящейся плотной межзвездной среды. Чего только мы не увидим внутри него. Например, другие туманности, такие как ведьмина метла, щука, сеть. Так что Вуаль скорее смахивают на матрешку, только очень-очень большую. Весь этот гигантский облачный конгломерат образован после взрыва всего лишь одной сверхновой. Однако и до катастрофы огромная звезда, которая образовала туманность, поднимала вокруг себя сильные бури. Безумные порывы звездного ветра выдули большую полость в межзвездном газе. Когда ударная волна сверхновой столкнулась со стенками этой полости, то сформировала из них необычные структуры. Полость перерезают яркие нити из пыли и газа. Ее наполняют замысловатые узоры, которые один за другим появляются по мере понижения температуры после взрыва сверхновой. А туманность N44F обзавелась уникальным указателем собственных бурь. Она находится в комплексе эмиссионных туманностей N44 Большого Магелланова облака на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли. Туманность просто раздувает от немыслимых ураганов из частиц исключительно горячей звезды. Она очень яркая, но навсегда похоронена внутри холодного плотного облака. Звезда выбрасывает более чем в 100 миллионов раз больше массы в секунду. Эти частицы разгоняются до невероятной скорости около 7 миллионов километров в час. Звезда окружена газовой оболочкой, и когда ее ветер сталкивается с этим газом, разбрасывает его как снегоочиститель. В результате образуется пузырь, наполненный причудливыми структурами из газа и пыли. Но это еще не все сюрпризы, которые скрывает удивительная туманность.
Внутренняя стенка ее газовой полости выслана несколькими столбами в виде пальцев высотой от 4 до 8 световых лет, которые состоят из холодных пыли и газа. Структура этих колонн похожа на знаменитые столпы творения в туманности Орла и в некоторых других туманностях. Пальцы созданы обжигающим ультрафиолетовым излучением центральной звезды. Подобно флюгеру, они указывают направление бурь. Туманность CRL-618 или Уэстбрук в созвездии Возничего ветры сделали еще более удивительной. Она состоит из 2 потрясающих лепестков газа. Их создал красный гигант, скрытый в центре туманности. Его светимость зашкаливает, превышая солнечную в 12200 раз. Гигант выбрасывает наружу собственную материю со скоростью до 200 км в секунду. Но так не должно быть, поскольку звезда уже прекратила ядерный синтез в своем ядре. Откуда подобный всплеск активности на поздней стадии жизни? Пока это точно неизвестно. Возможно, новый снимок телескопа Хаббл поможет разгадать ее секрет. А мы полюбуемся на сказочную красоту этой туманности, но только издалека. Приближаться к ней не стоит, иначе попадем в смертельный капкан. Туманность действует как яркие плотоядные цветы, которые приманивают насекомых и убивают их своим ядом. Уэстбрук тоже уничтожит незадачливого путешественника, который поведется на ее красу. Она просто пропитана токсинами. Нестабильные внешние слои звезды выделяют ядовитую смесь газов, включая угарный газ и цианистый водород. В галактиках тоже бушуют бури. Их влияние на космические объекты нельзя назвать однозначным. С одной стороны, ветры выносят газ в межгалактическую среду и тем самым замедляют звездообразование. С другой стороны, их порывы создают потрясающие космические структуры на своем пути. Галактика NGC 4214 из созвездия Гончих Псов находится в 10 миллионах световых лет от нас. Хотя она и карликовая, но необычно богата звездами. В ней есть области горячих, рождающихся прямо на глазах светил и скопления старых красных сверхгигантов. Все они наполняют галактику звездным ветром, который зачастую переходит в настоящие бури. Иногда эти ураганы достигают страшной силы и создают вокруг себя потрясающие структуры, способные поразить воображение даже бывалых путешественников. В оптическом и инфракрасном диапазоне мы увидим светящийся ионизированный водород, замысловатые пустоты, необычные завитки газа и пыли. Самой большой достопримечательностью NGC 4214 является центральная пустота, похожая на огромное сердце. Оно бьется благодаря скоплению массивных молодых звезд, которые разогреты до 50 тысяч градусов Цельсия. Их сильные ветра, переходящие в бури, выдувают все вещество из необычной полости, и в результате в ней не могут активно формироваться новые светила. Спиральная галактика ARP-220, в отличие от карликовой NGC 4214, по размерам настоящий монстр. Он находится на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Змеи, освещает небесную тьму сильнее триллиона солнц. Млечный Путь по сравнению с ней просто тусклая свеча, светимостью около 10 миллиардов солнц. Сейчас эта огромная прожорливая спираль пытается отхватить себе в космосе еще кусок. Она постепенно поглощает меньшую галактику, с которой столкнулась около 700 миллионов лет назад. Это вызвало мощный взрыв звездообразования и невероятную бурю. Она украсила ARP-220 эффектными элементами в виде ярких нитей из газа и хвостов из цепочек молодых звезд. А недавно исследователи выделили целое скопление таких ярких и особо ветреных галактик. Их описали как сверхсветящиеся спирали. Они чаще всего бывают очень большими, диаметром до 500 тысяч световых лет. По сравнению с ними Млечный Путь просто младенец, поскольку диаметр нашей галактики составляет всего 87 400 световых лет. Масса сияющих в небе спиралей составляет 340 миллиардов солнечных. Они генерируют огромное количество ультрафиолетового и инфракрасного света. Считается, что эти галактики, как заведенные, штампуют звезды в 30 раз быстрее, чем Млечный Путь.
Недавно астрономы заметили, что газ из таких галактик на огромной скорости уносится вверх и вниз далеко в космос. С помощью очень большого телескопа в Чили астрономы изучили сигнал от газа магния почти в 200 светящихся спиралях. Оказалось, что те из них, что особенно активно зажигают звезды, вызывают самые сильные и продолжительные звездные бури в своей среде. Ну и на закуску в нашем путешествии мы оставили черные дыры. Не только же им перекусывать звездами и целыми галактиками, затягивая их в свое нутро. Как раз с прожорливостью монстров связаны их неимоверные бури. Это вообще одно из любимых занятий дыр – мутить пространство. Они и сами в некотором смысле настоящие ураганы. Давайте сравним земной ураган Ян и черную дыру Млечного Пути Стрелец А со звездочкой. Не правда ли? Есть сходство. И тот, и другой объект имеет глаз бури. Оба вращаются вокруг своей оси. И, наконец, ураганы создают рябь в воздухе, а черные дыры в пространстве времени. Однако, по словам астрономов, на этом сходство заканчивается. Буря – физическая сущность, а что касается черных дыр, то это не обязательно так. Дыры в каком-то смысле можно назвать космическими бурями, но определение «космические водовороты», наверное, подходит больше. Вопреки распространенному представлению, в этих водоворотах исчезает не вся добыча черных дыр. Часть вещества из их аккреционных дисков выбрасывается в пространство в виде джетов или ветров. Ураганы, которые вызывают черные дыры, далеко не безопасные. Они, например, могут разрушать газовые облака, замедлять процессы звездообразования в туманностях. Однако, судя по последним исследованиям, такие бури в прошлом сыграли существенную роль в эволюции галактик. Используя очень большой телескоп, команда итальянских астрономов изучила 30 квазаров, галактик с чрезвычайно активными черными дырами в центре. Они родились, когда возраст Вселенной составлял всего лишь от 500 миллионов до миллиарда лет. Ученые выяснили, что древние квазары являлись источником бешеных космических бурь. Скорость ветров достигала 17% от световой, что в 20 раз мощнее порывов в более поздних квазарах. По словам исследователей, на заре Вселенной черные дыры росли намного быстрее, чем их галактики-хозяева. А затем начал действовать какой-то ограничительный механизм, сделав синхронным увеличение дыр и их галактик. Ученые считают, что этим механизмом стали именно ураганные ветры. Их энергия была столь велика, что мешала аккреции материи на черные дыры и замедляла их стремительный рост. Этот процесс в меньшей степени продолжается до сих пор. Космические ураганы, которые поднимают звезды, галактики, черные дыры, конечно же, не проходят мимо планет. Некоторые из них буквально захлестывает ужасный поток заряженных частиц. Так, знаменитая планета Полтергейст вращается вокруг пульсара. А эти нейтронные звезды, как мы знаем, отличаются мощными звездными ветрами. И Полтергейст буквально тонет в ливне ионов, которые, вероятно, полностью стерилизуют планету. Правда, если небесное тело окружает плотная атмосфера, она гасит удары звездных ураганов. Но мы не будем останавливаться в подобных адских местах. Планеты больше интересны нам собственными ураганами, которые связаны с климатом небесных тел. Это сильно отличается от того, как все происходит на Земле. У нас атмосферные явления в значительной степени управляются водой, облаками, конденсацией и солнечным светом. В далеких мирах все происходит несколько иначе. Давайте побываем на планетах, где бушуют ужасные ураганы, и попробуем разобраться в причинах таких катаклизмов. Нам не нужно сразу же лететь в космические глубины. Самая топовая буря находится в Солнечной системе. Конечно же, это знаменитое большое красное пятно Юпитера. Суперураган, равного которому нет в нашем мире. Самые большие бури на Земле имеют более 1600 км в поперечнике, а порывы ветра достигают скорости свыше 300 км в час. Они способны одновременно охватить почти все штаты США к востоку от Техаса. Но эти монстры меркнут по сравнению с большим красным пятном диаметром 22 тысячи километров. Буря кружит на Юпитере с бешеной скоростью свыше 800 км в час. В
Впрочем, если посмотреть на снимки из космоса, эти природные явления на планетах выглядят практически одинаково. Сравните, например, фото большого красного пятна и земного урагана Ирма. Обе бури вращаются против часовой стрелки и смотрятся как водоворот облаков. Однако земные ураганы длятся максимум несколько дней, а на Юпитере – столетиями. Большое красное пятно астрономы обнаружили еще в 17 веке в южном полушарии, но позже оно как бы переехало на северную сторону. Это отчетливо видно при сравнении самых ранних изображений телескопов и последнего снимка Джеймса Уэбба. На Земле нет бурь, способных пересечь экватор. Как же такое стало возможным на Юпитере? Или это другое пятно? Тогда куда делось предыдущее? На все эти вопросы быстро нашелся ответ. Просто старые телескопы показывали перевернутое изображение из-за своих оптических особенностей. А вот другие загадки большого красного пятна оказались намного сложнее. Например, почему ураган длится рекордное для Солнечной системы время? Ученые высказали предположение, что всему виной оболочка Юпитера. Он состоит в основном из водорода и гелия. У газового гиганта нет твердой поверхности, способной в результате трения ослабить бурю, как на Земле. Но с чем связан кровавый цвет супербури? Недавно появилась версия, что ее окрашивают органические вещества талины. Вихрь поднимает их из недр планеты в верхние слои атмосферы. Вещества имеют темно-красный оттенок, а под воздействием солнечных лучей немного светлеют. Однако эта гипотеза не может объяснить, почему пятно иногда совсем бледнеет. Тайну скрывала плотная завеса облаков Юпитера. Впервые космическому аппарату Юнона, который в 2019 году дважды прошел над большим красным пятном, удалось заглянуть за их пелену. Аппарат сделал снимки урагана и во многом помог определить его природу. Прежде всего оказалось, что большое красное пятно уходит вглубь планеты сильнее, чем считалось ранее. Сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз. А подпирается шторм атмосферными струями, бушующими из глубины в 3000 километров. Что это за странные потоки? Данные космических аппаратов пока дают только одну подсказку. Вверх и вниз струями, скорее всего, перемещается атмосферный газообразный аммиак. А вот что, наверное, самые смелые путешественники увидят внутри бури. Прежде всего, они сразу же столкнутся с ужасной гравитацией. Когда Юнона проходила над большим красным пятном, то ее трясло, как при поездке на автомобиле по дороге со сплошными ямами. Ну а затем придет очередь суператтракциона, с которым не сравнятся самые крутые американские горки. Смельчаков, которые рискнут заглянуть внутрь урагана, ждут немыслимые температурные качели. Сначала их заморозит в криогенной ванне при минус 137 градусов Цельсия, а затем ближе к поверхности прожарит в раскаленной до 227 градусов Цельсия печи. Эта печь, вероятно, прогревает верхние слои атмосферы Юпитера до температуры, близкой к земной. А ведь газовый гигант в 5 раз дальше нас от Солнца. Ученые считают, что на планете есть некая раскаленная область атмосферы. Возможно, она как раз и находится внутри пятна. На другом газовом гиганте Солнечной системы, Сатурне, тоже бушует грандиозная буря. Она выглядит как белый овал и потому названа Большим белым пятном. Это настоящий гигант, который охватывает до 10 тысяч километров. Он возникает каждые 30 лет и затмевает сиянием знаменитые кольца Сатурна, а затем бесследно исчезает как призрак. Недавно ученые с помощью космического аппарата Кассини разгадали тайну постоянной реинкарнации Большого белого пятна. Его рождает огромное облако водяного пара. Оно находится в нижней части атмосферы планеты и перекрывает путь вверх разогретым легким газом, прежде всего водороду и гелию. Однако со временем водяной пар охлаждается и облако становится тяжелее, а водород и гелий разогреваются еще больше, прорывают прослойку из водяного пара и формируют бури. Совсем другая картина по сравнению с Землей.
Большая часть энергии, вызывающей ураганы на нашей планете, исходит от Солнца. Но это не подходит для Юпитера и Сатурна, которые вращаются гораздо дальше от звезды, чем Земля. Так что им может давать энергию только внутреннее тепло, и у гигантских планет, как показывают бесконечные бури, его наверняка очень много. Но откуда тогда черпают силы безжизненные и промерзшие насквозь ледяные гиганты? Их бури во многом не уступают тем, что бушуют на газовых гигантах. Voyager 2 НАСА, пролетев мимо Нептуна, сделал снимки 2 гигантских штормов в южном полушарии планеты. Ученые назвали эти явления «большим темным пятном» и «темным пятном 2». Но спустя десятилетия снимки космического телескопа Хаббл показали, что бури странным образом исчезли. Затем в 2015 году среди изображений Нептуна, снятых Хабблом, астрономы обнаружили небольшое темное пятно в южном полушарии. С тех пор каждый год ученые наблюдали за планетой и следили за тем, как шторм утихает. В результате удалось многое выяснить об этом процессе. Высотные облака Нептуна состоят из кристаллов метанового льда, которые придают им характерный ярко-белый цвет. Считается, что они парят над штормами, подобно тому, как линзовидные облака покрывают высокие горы на Земле. Изображения Хаббла показали извилистую траекторию темного пятна, которая образовалась между ними. В течение почти 20 часов шторм дрейфовал на запад, двигаясь немного медленнее, чем невероятно быстрые ветры Нептуна. В 2018 году сформировалась новая буря, по размеру близкая к большому темному пятну. Сначала в регионе образовалось просто несколько небольших белых облаков, а позже на их месте появилось пятно. Все подобные бури отличаются от циклонов, которые мы видим на Земле или Юпитере. Тонкие ленты ветровых потоков Юпитера подобны рельсам, которые удерживают шары для боулинга от падения в желоба. Они придают большому красному пятну стабильное направление. На Нептуне ветровые потоки действуют в гораздо более широких диапазонах по всей его территории. В целом на планете было обнаружено 6 штормовых систем. Ученые считают, что бури возникают на Нептуне каждые 4-6 лет и чаще всего длятся 2 года. Последнее исследование открыло новые невероятные особенности этих ураганов. Прежде всего поражает их количество. Астрономы в общей сложности обнаружили более 8000 темных пятен, кружащихся по ледяной планете почти со скоростью звука. Как ветры могут так разогнаться на промороженной планете? Нептун не ждет милости от Солнца, он согревает себя сам. Планета выпускает в 2,61 раза больше излучения, чем получает извне. Ее внутренний источник тепла добавляет более 160% к энергии, которая доходит от Солнца. Этого вполне хватает, чтобы породить самые быстрые бури в звездной системе. Каменистые планеты покрывают несколько иные ураганы. На Марсе это пыльные бури, самое масштабное явление в атмосфере планеты. Они бушуют на площади гораздо большей, чем любой ураган на Земле. Во время одного из таких штормов была потеряна связь с марсоходом Opportunity. Остальные зонды на Красной планете тоже сильно рискуют быть уничтоженными или поврежденными ужасным ветром. Исследования показывают, что причиной этих пыльных бурь является сильный дисбаланс энергии на Марсе. Атмосфера Марса аккумулирует тепло, а потом резко его отдает, и тогда возникают пылевые штормы. Порой они принимают невероятные формы и размеры. Недавно космический телескоп Хаббл наблюдал на Красной планете уникальную бурю. Она состояла минимум из 3 полос облаков, закрученных против часовой стрелки в странную спираль. Внутри нее находилось око бури размером с озеро Байкал. В атмосфере Венеры космические аппараты тоже зафиксировали ураганы над южным и северным полюсами. Наблюдения показали, что венерианские вихри постоянно разваливаются на куски, а затем вновь образуют единую структуру. Все происходит с интервалом примерно в 2 дня. То есть странные бури Венеры никогда не исчезают полностью, но постоянно эволюционируют и меняют форму. Порой они просто ужасают своей мощью. Так один из ураганов над Южным полюсом достиг размера Европы, что в 4 раза больше любой бури на Земле.
Высотой он превышал 20 километров. Это в 2 раза выше горы Эверест. Что сделал бы с нами такой ураган? Сбил с ног? Бесконечно крутил по полюсу горячей планеты? Если бы мы оказались в таком месте, то рисковали просто сойти с ума. Но только от удивления, потому что вместо ударов стихии ощутили бы странную тишину. Ни ветра, ни капель дождя. Разве что холодок пробежал бы по спине от такой мистики. На самом деле здесь нет ничего сверхъестественного, просто буря превратилась бы в невидимку, пока спускалась с пьедестала. Такие штормы обычно зарождаются на высоте более 40 километров над поверхностью планеты. Благодаря адскому жару Венеры они успевают снизиться только до высоты 35 километров, после чего испаряются. А вот на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, все наоборот. Во время бури вы почувствуете каждую каплю его метанового дождя. Луна обладает плотной атмосферой, состоящей из азота с небольшой примесью метана. Ее поверхность покрывают метановые реки и озера, окруженные величественными горами и дюнами. Моделирование ветров на поверхности Титана показало, что там нередко возникают ужасные метановые бури. Во время них метан иногда выпадает в виде дождя. Подобные осадки на холодной Луне проливаются очень медленно из-за низкой гравитации и густой дымки. Капли не сливаются в единый поток. Так что на Титане фраза «льет как из ведра» приобретает специфическое значение. Но это еще не все сюрпризы от этих удивительных ливней. Попав под какой-нибудь из них, вы рискуете испачкаться как трубочист. Последние исследования показали, что в результате разложения метана в верхних слоях атмосферы образовалась странная сажа. Значит, бури были настолько интенсивными, что проливали дождь из сажи на поверхность спутника. Так что лучше отправимся подальше от этих грязных бурь за пределы Солнечной системы. Астрономы уже обозначили для нас нужные точки маршрута, обнаружив на некоторых экзопланетах ураганные ветры необычной силы. На HD 80606b в созвездии Большой Медведицы мы рискуем сразу же попасть в безумный ураган. Все дело в экстремальном способе вращения экзопланеты вокруг своей звезды. HD 80606b, которая имеет размер примерно с Юпитер, а массу в 4 раза больше, обладает очень вытянутой орбитой, как у кометы. Год в том мире длится 111 земных суток. Экзопланета максимально удаляется от звезды на 125 миллионов километров, а затем приближается на 4,5 миллиона километров. То есть она подходит к светилу более чем в 13 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, и тогда попадает в настоящий ад. Звезда HD 80606 – желтый карлик, как и Солнце. Он раскален более чем до 5700 градусов Цельсия и даже при максимальном отдалении от себя разогревает планету до 527 градусов. А рядом со светилом температура в том мире подскакивает до невероятной отметки в 1227 градусов. К тому же в течение 6 земных часов звезда захватывает экзопланету своей гравитацией, раскручивая подобно камню в праще. Затем со страшной силой выстреливает ее на эллиптическую орбиту. Температурный скачок в совокупности с резким ускорением провоцирует жуткий ураган, который несется с горячего полушария на холодное. Скорость ветра может превышать 4 км в секунду. Это намного больше скорости звука. К тому же вращение HD 80606 вокруг собственной оси закручивает ветры в гигантские смерчи. Вы могли бы уцелеть на планете в самом прочном жаростойком скафандре, но вряд ли при такой буре удержитесь на ногах. Вас просто сдует в космос, как песчинку. Подсчитано, что уже при порывах 54 метра в секунду человек начинает скользить по земле, а затем быстро переворачивается и катится, подгоняемый ураганом. Впрочем, по словам исследователей, ветер резко ослабевает при удалении HD 80606 от светила и ее охлаждении.
Не менее ветреная погода еще на одном газовом гиганте HD 209-458b. Он относится к так называемым горячим Юпитерам и находится в созвездии Пегаса на расстоянии 150 световых лет от Земли. Временами планета подходит почти вплотную, примерно на 0,05 астрономической единицы к своей звезде – желтому карлику. HD 209-458b всегда повернута к светилу одной стороной, которая нагревается примерно до 1000 градусов. Температура на ее неосвещенном полушарии на несколько сотен градусов меньше. На Земле значительные температурные качели приводят к появлению сильных бурь. То же самое, как выяснили астрономы Лейденской обсерватории, происходит и на HD 209-458b. Скорость ветра на экзопланете составляет около 2 км в секунду. WASP-76b тоже газовый гигант, который находится в созвездии Рыбы. Его масса немного меньше, чем у Юпитера. Планета находится по космическим меркам почти по соседству с нами, на расстоянии 390 световых лет от Земли. Она в одиночку вращается вокруг звезды WASP-76, желто-белого карлика, массивнее и горячее Солнца. Раскаленное светило превращает близкую к нему экзопланету в настоящий ад. Расчеты показали, что на поверхности газового гиганта от жары испаряются и превращаются в газы все металлы. И все же вас кое-что наверняка порадует, когда мы попадем во время нашего путешествия на WASP-76b. Из-за близости к звезде полный оборот планеты по орбите длится всего 1,8 земных дня. Так что Новый год там наступает буквально через сутки. Только вместо холодных снежинок, как на Земле, вам на голову в праздник будут падать капли расплавленного железа. С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что превращает WASP-76b в подобие плавильной печи. Атмосфера экзопланеты состоит из плотного слоя облаков, но совсем не таких, как на Земле. Вместо водяного пара эти облака сотканы из оксида алюминия, железа и магния. Позже астрономы нашли в них еще и ионизированный кальций. Наличие большого количества этого вещества может свидетельствовать о сильных ветрах в атмосфере. Ученые предполагают, что эти ветры нередко перерастают в настоящие бури. При этом на дневной стороне нет облаков, зато в атмосфере много паров атомарного железа. Во время ураганов эти пары переносятся на более прохладное ночное полушарие планеты, которое всегда повернуто к звезде одной стороной. Там происходит их конденсация и образуются облака из капель железа. В дальнейшем они выпадают на WASP-76b в виде железных дождей. Астрономы продолжают изучать свойства этого невероятного мира. Близость к Земле и небольшие размеры облегчают его исследования. Ученые надеются на помощь будущих инструментов с высоким разрешением, таких как спектрометр XIFU европейской миссии Атена. Он позволит усовершенствовать метод прямого обнаружения звездных бурь в рентгеновских лучах. Тогда можно будет найти новые миры, где бушуют свирепые, но удивительные ураганы. Это даст ученым возможность расширить знания о наиболее ветреных экзопланетах, их формировании и развитии. Не менее важно больше узнать о зарождении бурь на звездах, в черных дырах, галактиках. Как мы выяснили, потоки заряженных частиц способны влиять на процессы, происходящие во Вселенной, разрушать облака, изменять атмосферу планет. Или, выступив в роли непревзойденных космических дизайнеров, украшать небо живописными структурами из газа и пыли. Так что нас ждут захватывающие снимки внеземных ураганов и их воздействия на окружающую среду. И, конечно, мы не сможем отказаться от космических путешествий по вновь открытым, неспокойным, полным загадочных бурь мирам. Космические путешественники, давайте в этот раз совершим звездную прогулку. И для начала выберем себе подходящего спутника. Не будем мудрить.
просто посмотрим в ночное небо и решим, какая звезда привлекает нас больше всего. У каждого, конечно, свой вкус, но монетку бросать не будем. Вряд ли кого-то оставит равнодушным звезда, которая сияет в темноте разноцветными огнями, как рождественская гирлянда, и к тому же таинственно мерцает, то усиливая, то прикручивая свой свет. Это Сириус, и нет в нашем небе второго такого яркого загадочного светила, о которой ходило бы больше легенд. Как, например, быть со всеми цветами радуги, в которые окрашен Сириус? Природа подарила ему какое-то продвинутое устройство для светомузыки в небе, или это просто мистификация звезды, и не скрывается ли в ее сиянии некие таинственные соседи? Сириус наверняка расскажет нам об этом во время совместной прогулки. Мы узнаем много интересного, наберемся незабываемых впечатлений и сделаем красочные селфи со звездой. Перед отлетом взглянем еще раз на Сириус с Земли. Найти его достаточно просто. Сириус расположен вблизи небесного экватора, а значит, его движение по небу происходит быстрее, чем у звезды ближе к полюсу. Легче всего заметить это перемещение, посмотрев на светило сквозь ветки дерева. Сириус то появляется, то исчезает на несколько секунд, скрывшись за очередной тонкой веточкой. К слову, человек не привык замечать такое медленное движение, как путешествие Солнца или Луны по небосводу, а тем более звезд. Некоторые из нас даже не подозревают, что светило вечно находится в пути. Заметив передвижение Сириуса, иногда люди принимают звезду за НЛО, и истории об этом то и дело всплывают в соцсетях. Хотя, конечно, зеленые человечки не имеют никакого отношения к собственному движению Сириуса. Это обычное дело для звезд. Есть среди них такие, что летят по небу быстрее Сириуса, просто его перемещение для нас наиболее заметно. На эту звезду вообще сложно не обратить внимания, как только она немного поднимется над горизонтом. Сириус – самое яркое светило в нашем ночном небе. С Земли его можно увидеть в северном полушарии невооруженным глазом. Днем ему мешает яркий свет Солнца, и другие звезды просто теряются в его лучах. Хотя на закате, если у вас хорошее зрение, можете попробовать разглядеть Сириус просто так, без бинокля. И еще больше шансов наблюдать звезду во время солнечного затмения. А хотите побывать на грандиозном шоу, которое Сириус устроит прямо над вашей головой? Тогда в новогоднюю ночь на несколько минут отвлекитесь от застолья, выйдите на улицу и посмотрите вверх. 1 января Сириус максимально поднимается вверх и особенно ярко переливается разноцветными огнями. Словом, настоящая праздничная новогодняя звезда, великолепной гирляндой, украшающая небо. Но как она прямо на глазах меняет цвета? Красочному мерцанию Сириуса мы обязаны толстым слоем земной атмосферы. Если смотреть строго вверх, то между нашей головой и открытым космосом она составляет слой менее сотни километров, а взглянув ниже, ближе к горизонту, мы смотрим наискосок, сквозь плотное одеяло атмосферы, газов, дыма и пыли, которые ветры носят над планетой. Чем ниже к горизонту направлен взгляд наблюдателя, тем плотнее атмосфера. Чем выше смотреть, тем она тоньше. Этот эффект, к слову, является причиной красочных восходов и закатов. Излучение Сириуса проходит сквозь различные зоны низкого и высокого давления и температуры в этих областях. Лучи далекой звезды начинают преломляться, слегка смещаться, а атмосферное разделение светового спектра добавляет ей цветов. Таким образом, воздух нашей атмосферы создает эффект радуги для всех звезд. Кроме того, в безвоздушном пространстве звезды никогда не переливаются. Так что к живописному мерцанию Сириуса тоже приложила руку атмосфера Земли. Она постоянно завихряется. Ветер и воздушные потоки искажают проходящий через атмосферу свет. Это заставляет излучение далеких звезд слегка изгибаться и мерцать. Примерно такой эффект мы можем наблюдать на Земле, когда тепло, поднимающееся от дороги или пустыни, заставляет объекты позади себя искажаться, мерцать и менять цвет. И раз уж мы затронули эту тему, возьмем на заметку, что планеты обычно не мерцают. Они ближе к нам и, следовательно, больше.
Такие объекты смотрятся в нашем небе как большие диски, а не далекие точки света. Обычно небесные тела подобной формы не искажаются нашей атмосферой. Однако, если вы смотрите через особенно неспокойные области земного покрова, планеты изредка могут мерцать. Эта оптическая иллюзия – большая проблема для астрономов. Некоторые обсерватории, например, в Чили и на Гавайях, используют специальное оборудование для уменьшения атмосферных искажений. Зато космические телескопы, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб, не подвержены влиянию нашей атмосферы. Они находятся в открытом пространстве, благодаря чему свет от звезд для них остается кристально чистым. У Сириуса эффект мерцания для нас особенно заметен, поскольку он самый яркий в земном небе. Но астрономам известны светила, у которых свет намного сильнее. Чтобы познакомиться с одним из них, давайте заглянем в созвездие Киля. Там, примерно в 7500 световых лет от Земли, нас наверняка поразит великолепное сияние гипергиганта Эта Киля массой в 100-150 солнечных. Его светимость в 5 миллионов раз превышает солнечную. Впрочем, если говорить точнее, так сильно светят в созвездии Киля две звезды. Пара гигантских светил дружно движется по небосводу вокруг общего центра масс по вытянутым эллиптическим орбитам. Основной компонент пары – удивительный гипергигант, яркая голубая переменная звезда. Второй компаньон – это Кар-B, тоже огромный горячий объект с высокой светимостью. Оба партнера знамениты не только своим сиянием, но и капризным, непредсказуемым характером. Все дело в том, что они относятся к голубым переменным звездам, очень ярким пульсирующим сверхгигантам. Такие светила могут резко вспыхивать, выделяя огромное количество энергии. Эта Киля побила здесь новые рекорды. В период с 11 по 14 марта 1843 года стала второй по яркости звездой после Сириуса, с пиковой светимостью в 30 миллионов солнечных. Астрономы говорят, что почти столько же излучения выделяется при взрыве сверхновой. Событие известно как «большая вспышка», и она должна была уничтожить звезду. Но эта Киля оказалась поистине бессмертной, не погибнув от катастрофы. Ученые до сих пор разбираются в причинах такой стойкости гипергиганта. Звезда же после вспышки начала постепенно уменьшать светимость. К 1870 годам она перестала быть видимой с Земли невооруженным глазом. Сириус выделяет всего в 25 раз больше излучения, чем Солнце. Это очень мало по сравнению с Эта Киля, но в нашем небе Сириус светит ярче и даже превосходит в этом полярную звезду. Последнюю часто используют для навигации, поскольку она поднимается близко к полюсу Земли, и, следовательно, полярная звезда кажется неподвижной в небесной сфере при наблюдении с поверхности нашей планеты. Потому это знаменитое светило удобнее для определения пути для мореходов, чем более яркий Сириус. Он имеет негативную звездную величину примерно минус 1,46. У полярной звезды этот показатель равен 2,02, что означает более слабый свет при взгляде с Земли по сравнению с Сириусом. Но как получается, что величина со знаком минус больше плюсовой? Еще во II веке до нашей эры древнегреческий астроном Гиппарх разделил все звезды на 6 величин. Самым ярким он присвоил первую величину, самым тусклым – шестую, а остальные распределил в промежутке между ними. Впоследствии Веге, яркой звезде, присвоили нулевую звездную величину. Сириус и другие ослепительные объекты получили отрицательное значение. То есть каждое увеличение на одну звездную величину означает совсем не более сильную яркость. Наоборот, объект в этом случае будет в 2,52 раза слабее предыдущего. В настоящее время оптические инструменты расширяют нашу досягаемость, позволяя видеть объекты до 10-й звездной величины с помощью бинокля. Космический телескоп Джеймс Уэбб может даже фиксировать галактики со слабой звездной величиной 34. Эта Киля присвоена 4-я звездная величина, потому она не видна с Земли невооруженным глазом.
Почему мы не можем заметить одну из самых ярких звезд, известных нам во Вселенной? Расстояние до нашей планеты, световое загрязнение, облака и расположение Земли, Солнце по отношению к объекту играют здесь решающую роль. Например, яркие кометы близко к Солнцу тонут в его лучах, поэтому их трудно заметить. Если речь идет о световом загрязнении или помехах, то здесь больше всего прикладывает руку Луна. Из-за этого иногда трудно увидеть комету или туманность 4-й величины в бинокль, либо небольшой телескоп. А вот звезду 4-й величины с расстояния в десяток световых лет легко заметить с помощью этих инструментов. Потому астрономы разделяют звездную величину на видимую и абсолютную. Видимое — это то, насколько ярким объект выглядит для нас на Земле. Абсолютная звездная величина измеряет внутренний свет. Для звезд она показывает, насколько яркими они выглядят на фиксированном отдалении. Для планет этот показатель измеряется расстоянием Земля-Солнце. Когда мы имеем дело с рассеянными объектами, кометами или туманностями, звездная величина рассчитывается как сумма всех видимых яркостей. Солнце всегда лидирует в нашем небе по этому показателю по простой причине. Оно намного ближе к нам, чем другие звезды. Его лучи быстрее достигают Земли и встречают меньше препятствий на своем пути. На Земле с расстояния в среднем 149,6 миллионов километров интенсивность излучения Солнца значительно превышает светимость Сириуса. Но после Солнца он прочно удерживает звание чемпиона по яркости в ночном небе. Прежде всего, фору по сравнению с другими светилами Сириусу тоже дает близость к Земле, которая находится на расстоянии всего 8,6 световых лет. До нас доходит много его света. Также важно, что путь излучению Сириуса не преграждает какая-либо плотная туманность, и наблюдение ничем не затруднено. Недаром само имя звезды Сириус в переводе с греческого означает «сияющий». Мы уже убедились в том, что это подходящее название. Лишь несколько планет, полная Луна и Международная космическая станция в ночном небе могут затмить звезду, просто потому, что перечисленные объекты совсем близко к Земле. Поскольку Сириус такой яркий, он был хорошо известен астрономам далекого прошлого. Звезда нередко упоминается в астрономических записях древних греков, полинезийцев и многих других народов. Египтяне называли Сириус звездой Нила. Жрецы при появлении Сириуса после его 70-дневного отсутствия на небосклоне точно предсказывали начало разлива Нила, который должен был оросить их земли. Календарным годом в Древнем Египте считался период между двумя восходами Сириуса. В античные времена светило называли «собачьей звездой». Это связано с принятым тогда выражением «собачьи дни» с 3 июля по 11 августа, когда Сириус появлялся в небе после перерыва. Древние считали, что сочетание Солнца днем и звезды ночью было причиной сильной жары в середине лета. Собаки, по их мнению, во время зноя становились недобрыми к своим хозяевам. Люди верили, что усиленное дыхание животных в жаркую погоду после появления Сириуса в небе подвергает их риску заболеть. Связь Сириуса с собаками отражалась и в мифологии. У греков, например, эта звезда ассоциировалась с Майрой, собакой героя Икария, наделенного даром виноделия от бога Диониса. А в индийских сказаниях звезду олицетворяла собака принца Юдхидхштира по кличке Свана. Верная четвероногая спутница ни разу не подвела принца во время его скитаний по миру и поисках пути на небеса. Когда он нашел врата рая, то отказался входить внутрь без своей собаки, и их пропустили вместе в обитель богов. Легенды легендами, но о Сириусе хватает и древних астрономических данных, и с ними до сих пор не все ясно. Загадка касается цвета звезды. Древнеримский философ Сенека писал, что это ярко-красное светило. В исторических записях римского астронома Клавдия Птолемея Сириус тоже представлен как красная звезда. В настоящее время астрономами с помощью самых современных телескопов
Доказано, что Сириус имеет голубовато-белый цвет. Но откуда такие несовпадения со свидетельствами древних астрономов? Звезда меняет внешность как хамелеон, причем буквально каждое мгновение. Именно так в масштабах Вселенной можно оценить для звезд несколько тысячелетий, когда свидетельства о цвете Сириуса разошлись. Ученые уже долгое время ломают голову над этим вопросом. Возможным объяснением является то, что эпитет «красный» — просто поэтическая метафора, связанная с плохими знамениями звезды. Ну, например, в представлении наших предков он мог сулить наступление голода и последующих войн, когда проливалось много красной крови. Есть еще гипотеза, что сильное мерцание звезды при ее восходе или заходе у горизонта оставляло у людей впечатление красного цвета светила. А может, вторая звезда-компаньон повлияла на эволюционные процессы в системе, и она изменила цвет? Впрочем, астрономы быстро отвергли эту возможность. Несколько тысяч лет – слишком малый промежуток времени для таких кардинальных перемен. Кроме того, вокруг Сириуса не наблюдается никакой туманности, которая в этом случае должна была бы проявиться и повлиять на его излучение. Но вот загадочный компаньон большой голубой звезды придал истории интересный поворот. В нем есть все, что нужно для самого жестокого триллера. Противоборство двух мощных партнеров, безжалостная расправа над противником, ограбление и многое другое. Астрономы долго были уверены, что Сириус – одна звезда. Лишь в 1844 году немецкий астроном Фридрих Вильгельм Бессель выяснил, что с ярким светилом происходит нечто странное. Сириус отклонялся от своего предсказанного движения на небе с 1755 года. Это вихляние Бессель объяснил влиянием некого скрытого объекта, который вместе с Сириусом вращается вокруг общего центра масс. И период их оборота равен 50 годам. Сообщение было встречено скептически. Из предложения Бесселя следовало, что масса темного спутника должна быть примерно как у нашего Солнца. Однако вскоре идея немецкого исследователя полностью оправдалась. В 1862 году американский астроном и изготовитель телескопов Элван Грэм Кларк подтвердил гипотезу Бесселя. Он заметил Сириус-Б с помощью своего нового большого рефракторного телескопа, оптического прибора, в котором используется в качестве собирающего свет элемента зеркало. Так компаньон большой голубой звезды, Сириус-Б, был выведен из тени на свет, вернее обнаружен среди мощных лучей более яркого партнера. Какой оказалась таинственная звезда, которую искали много лет? Маленькой и мертвой? Это тусклый и незаметный в тени сияющей гигантской звезды белый карлик. Однако оптика XIX века была еще слишком слабой, так что в то время астрономы не смогли оценить массу и другие его характеристики. Мощное излучение Сириуса А подавляло наземные наблюдения, делая невозможным тщательное изучение гораздо более тусклого объекта. Например, масса звезды является важным фактором ее эволюции, поскольку определяет температуру ядра и то, как долго и жарко светило будет гореть. Астрономы могут вычислить массу звезды на основе ее светимости, но этот показатель было сложно подсчитать у почти невидимого Сириуса-Б. Только в 2005 году космический телескоп Хаббл позволил больше узнать о мертвом светиле. Она оказалась одним из самых массивных белых карликов, известных ученым. Его масса составляет 102% от солнечной, что вдвое больше среднего показателя среди светил данного типа. И надо отметить, что расчет Бесселя здесь подтвердился. Несмотря на массу, равную солнечной, размер белого карлика более чем в 1 миллион раз меньше, чем у нашего светила. Зато Сириус-Б в 92 тысячи раз превосходит по плотности Сириус-А. Но такой звездная система была не всегда. Много миллионов лет назад она состояла из двух огромных бело-голубых звезд. И какая же из них была, по-вашему, больше и ярче? Ответ на этот вопрос ученые дали неожиданный. В системе доминировал компонент Б, то есть наш белый карлик.
В то время он был массивнее и ярче своего соседа. Термоядерные процессы протекали в нем очень интенсивно и вызывали сильный звездный ветер. Ураганы быстро сдували с компонента Б материю, и он первым в этой паре прогорел, превратившись в красного гиганта. Затем звезда сбросила оболочку и предстала в новом облике – белого карлика, то есть постепенно остывающего ядра. Сейчас оба компаньона вращаются вокруг общего для них центра масс, делая полный оборот за 50 лет. И опять все сошлось с прогнозом Бессета. Также известно, что расстояние между обоими звездами-партнерами примерно такое, как между Солнцем и Ураном. И Сириус А светит примерно в 10 тысяч раз сильнее своего миниатюрного спутника. Если бы белый карлик не терялся в его лучах, в хороших условиях мы могли бы видеть его в ночном небе невооруженным глазом. Ну а в целом эта странная звездная пара – огромная яркая голубая звезда и маленький плотный белый карлик. Похоже, отлично спелись. Они дружно выписывают орбитальные пируэты друг вокруг друга. Тысячелетие за тысячелетием. Но когда-то их танец закончится. Белый карлик уже прошел основную часть своего небесного пути, а вот возраст Сириуса А по разным оценкам составляет от 200 до 300 миллионов лет. Он просто младенец по сравнению с Солнцем, которому около 4,6 миллиардов лет. Однако век голубых звезд недолгий. Сириус, каким мы его видим, проживет еще около 660 миллионов лет, после чего повторит судьбу своего компаньона. Сначала он превратится в красного гиганта, а затем в холодного, тусклого белого карлика. А какое будущее ждет его младшего партнера? Чем окончательно закончится небесный путь Сириуса Б? У белых карликов практически нет топлива для выработки энергии и недостаточно массы, чтобы сжать свои недра до возможности запустить термоядерный процесс. Им остается только потихоньку коптить небо, постепенно расходуя тепло и становясь все холоднее. На полное остывание у белых карликов чаще всего уходят миллиарды лет. Можно ожидать, что они будут одними из самых стабильных объектов во Вселенной. И таких белых карликов в небе действительно большинство. Но иногда в недрах этих маленьких звезд, которые как зомби еле бредут по небу, начинает бушевать некий космический адреналин. Недавние исследования выявили, с чем связана такая предсмертная вспышка активности. В этой истории замешан уран, который мы используем как источник энергии для атомных электростанций. А звезды, как известно, питаются энергией за счет термоядерного синтеза. В ходе процесса небольшие атомы типа водорода объединяются в более крупные, такие как углерод и кислород. Эти отходы можно назвать живительной силой Вселенной. Они позволяют создавать планеты и даже различные формы жизни. Пример Земли это полностью подтверждает. Некоторые звезды, особенно очень массивные, могут производить гораздо более крупные атомы, такие как уран. Они нестабильны и распадаются на более мелкие, высвобождая при этом энергию. Если атомов урана на ограниченном пространстве собирается достаточно много, то процесс деления может выйти из-под контроля. Ученые называют это цепной реакцией. Если ее контролировать, она может стать источником энергии. Если нет, то результатом будет ядерный взрыв. По мере охлаждения расплавленного материала в белом карлике атомы в нем стремятся объединиться, образуя кристаллы. Ученые высказали предположение, что в нем будут кристаллизироваться атомы урана. Однако может наступить момент, когда кристаллическое тело достигнет критической массы и начнется неуправляемая цепная реакция. Произойдет небольшой ядерный взрыв, который способен послужить детонатором для любого несгоревшего топлива в белом карлике. Тогда звезду разорвет на множество частей. Похоже, у светил, как и у людей, старость не всегда проходит тихо и мирно. Но пока белый карлик держится в небе, вместе с ним и Сириусом А мы отправимся на поиски еще одного их родственника. Существует ли в системе какое-то третье небесное тело? Это очень темное и запутанное дело. Хотя с экзопланетами все более или менее ясно.
Астрономы давно пришли к выводу, что их в этой звездной системе нет. Сириус А – молодая звезда, она вряд ли успела обзавестись эскортом. Такой вывод подтвердил ТЭСС, который был запущен НАСА в апреле 2018 года и предназначался для поиска экзопланет, вращающихся вокруг ярких светил. Так вот, в системе Сириуса, несмотря на тщательные наблюдения, обсерватория никаких планет не обнаружила. Зато со звездами ситуация более неоднозначная. Поиск еще одного светила тянется уже давно. Африканское племя дагонов, по мнению некоторых исследователей, обладало замечательными знаниями о звезде Сириус. Без доступа к телескопам они, например, определили, что существует Сириус Б. Сведения о белом карлике сохранились в учениях племени. Мало того, дагоны ссылаются на третий компонент в этой звездной системе. Можно ли верить в такие чудеса? Откуда у племени без современных возможностей астрономии подобные познания? Конспирологи, конечно, тут же заговорили о тайном визите к дагонам инопланетян. Добрые зеленые человечки якобы поделились с африканцами всеми своими знаниями о Сириусе. В научных кругах эти ничем не подтвержденные рассказы, естественно, отмели. Дагоны, проживающие в государстве Мали Западной Африки, скорее всего, контактировали с французским антропологом Марселем Гриолем. В свое время он был хорошо известен своими работами о племени, опубликованными в научных изданиях. Некоторые полагают, что дагоны узнали все о звездной системе Сириуса именно от Гриоля. Но недавно история с третьей звездой получила продолжение. Двое астрономов опубликовали статью, в которой сообщалось, что в системе на самом деле может существовать Сириус С. По словам исследователей, загадочное третье светило в звездной системе наблюдалось примерно 20 раз в течение десятилетия, хотя существует большая вероятность, что это был всего лишь световой фантом или загрязнение на снимках телескопов. Сегодня обширные исследования не дают веских доказательств того, что третья звезда действительно существует. Так что данную тему нам придется отложить, поскольку нет однозначных выводов об этом компоненте в звездной системе. Вместо этого стоит поискать в небе пояс астероидов Made in Sirius. Есть надежда, что он существует. И вот на чем она основана. Масса Сириуса почти в 2 раза больше солнечной, которая составляет около 2 нониллионов километров и в 333 тысячи раз превышает массу планеты Земля. Сириус, если поместить его на гигантские космические весы, потянет около 4 нониллионов килограммов. Очень много горячей плазмы, пылающей в открытом космосе, ведь нониллион — это единица с 30 нулями. Гравитационное поле столь массивной звезды тоже невероятно сильное. Любые потенциальные кометы, пролетающие мимо, будут захвачены его притяжением с большего расстояния, чем доступно Солнцу. У нашей звезды, тем не менее, по принятой модели, есть облако Оорта. Это область замороженных комет и других небольших объектов, простирающаяся примерно на 1 световой год за пределы Солнечной системы. У Сириуса такое кометное кольцо должно быть намного больше. Однако на сегодняшний день не было найдено никаких доказательств существования облака Оорта вокруг него. Может, яркая звезда ухитряется надежно прятать эту темную неприметную область в безумном свете своих лучей? Даже солнечное облако Оорта пока считается гипотетическим. Вывод из всех наших поисков пока следует один. В системе Сириуса, кроме 2 звезд, нет никаких других небесных тел. Да, с ближним окружением у двойной системы как-то не сложилось. Зато вокруг нее много очень ярких и интересных дальних соседей. Сириус, как мы знаем, обитает в созвездии Большого Пса. В греческой мифологии оно названо в честь огромной верной собаки, следующей за охотником Орионом. Созвездие Ориона действительно находится рядом с Большим Псом. Небесного четвероногого охотника также часто изображают преследующим зайца. И на астрономических картах есть созвездие с соответствующим названием. Само созвездие Большого Пса в нашем небе
представляет собой треугольник из звезд средней яркости, которые находятся слева вверху от Сириуса. От носа до хвоста объект занимает около 19 градусов, это примерно 2 сжатых кулака. От ушей до лап 1 кулак. Само тело Пса находится слева внизу от Сириуса. Многие из светил, расположенных там по соседству с Сириусом, по-своему уникальны. Одно из них – Тау Большого Пса. Массивная звездная система на расстоянии примерно в 5120 световых лет от нас. Это самый яркий член рассеянного скопления NGC 2362, но его уникальность не в сильном свечении. Далекое Солнце иногда называют мексиканской прыгающей звездой, поскольку при наблюдении в телескоп может показаться, что оно как бы скачет по пространству. На самом деле эффект связан прежде всего с тем, что в системе звезда не одна. Самым заметным в ней является яркий голубой гигант Тау Большого Пса А, который, в свою очередь, представляет собой двойную звезду с орбитальным периодом 155 дней. Тау Большого Пса А – основной компонент системы, имеет массу в 50 раз больше нашего светила и радиус в 19,8 солнечных. При температуре поверхности почти в 32 тысячи градусов Цельсия яркая гигантская звезда сияет в 280 тысяч раз сильнее Солнца. Ее более слабый сосед, как ни странно, тоже двойная звезда типа переменной бета-лиры. К таким светилам относятся массивные гиганты и сверхгиганты. Считается, что в системе Тау Большого Пса оба компонента являются звездами с массой примерно в 17,8 раз больше солнечной. Они находятся так близко друг к другу, что их формы сильно искажены взаимной гравитацией. Эти звезды имеют вид эллипсов, поскольку материя в них перетекает из одного, более слабого компонента в другой, который больше и гравитация у него сильнее. В системе Тау Большого Пса все эти компоненты затмевают друг друга по мере своего движения по орбите. Вот откуда иногда возникает иллюзия, что огромное светило прыгает по космосу. Но вся эта звездная компания, включая ее самую крупную звезду Тау-А, покажется просто младенцами по сравнению с красным гипергигантом VY Большого Пса. Он в 30-40 раз тяжелее Солнца и в 300 тысяч раз ярче. Его радиус достигает примерно 1420 солнечных и делает VY Большого Пса одной из крупнейших известных звезд. Если бы она затмила Солнце в нашей звездной системе, то вышла бы за пределы орбиты Юпитера. К счастью, весь этот пылающий шар плазмы чудовищного размера находится очень далеко, примерно в 3820 световых годах от нас. Да и путь его по небу будет очень коротким. Все огромные жировые запасы не спасут от скорой катастрофы объевшуюся материей звезду Толстяка. А ведь гипергиганту всего 8,2 миллиона лет, совсем юноша по сравнению со взрослыми звездами. Нашему Солнцу, как известно, уже 5,5 миллиардов лет, и оно еще находится в расцвете сил. Однако VY Большого Пса быстро эволюционировала. Звезда уже потеряла часть своей массы, которая, впрочем, все равно в 17 раз больше солнечной. Уже сейчас при всех прочих грандиозных показателях VY Большого Пса температура светила не впечатляет. По расчетам астрономов, звезда разогрета не более чем до 3217 градусов Цельсия, а наше Солнце раскалено до 5500. Почему гигантская звезда холодна, как какой-то маленький красный или оранжевый карлик? Астрономы поясняют, что для красных гигантов это вполне нормальная ситуация. Они вступили в последнюю стадию своего жизненного пути, и термоядерные реакции внутри их ядра уже не происходят. Звезды синтезируют гелий только в оболочке, отчего расширяются и становятся ярче, однако прохладнее. Светила в этой стадии крайне нестабильны и теряют колоссальное количество массы. Они окружены толстой оболочкой выброшенного материала, а вскоре их ожидает катастрофа. Как и знаменитая звезда Бетельгейзе, VY Большого Пса по прогнозам вспыхнет сверхновой в течение следующих 100 тысяч лет.
Однако, похоже, ужасное будущее не сильно заморачивает молодую звезду. Она устраивает в небе настоящее шоу, причем совсем неудержимым темпераментом юности. Светило то и дело меняет яркость от величины 6,5 до 9,6. Оно очень интенсивно пульсирует с периодичностью 956 дней. И зрителей на этом представлении VY Большого Пса всегда хватает. Гипергигант находится в большой области звездообразования размером около 681 светового года в поперечнике. На это шоу все места бывают заняты огромным количеством новорожденных звезд. Но мы во время путешествия постараемся протиснуться сквозь эту толпу, посмотреть на светомузыку гипергиганта и как следует пощелкать фотоаппаратом. Изображения, сделанные с помощью инструмента SPHERE на телескопе VLT, показали, насколько фотогенична эта прекрасная звезда. Особый шарм ей придает сияющая вуаль из пыли и газа, подсвеченные излучением VY Большого Пса. Прекрасная локация для того, чтобы сделать на память снимки. А вот о RX J0720.4-3125 такого не скажешь. Этот сосед Сириуса – тусклая в видимом свете маленькая нейтронная звезда. Она открыта в 1997 году и находится примерно в 1200 световых годах от нас. Это очень плотное небесное тело осталось, скорее всего, после взрыва сверхновой и считается уже мертвым, как и белый карлик Сириус Б. Но нейтронная звезда еще плотнее, чем он. Тайная ложка ее материала на условных весах потянет, по оценкам ученых, миллиарды тонн. Зато радиус звездного остатка совсем мизерный и составляет всего лишь около 5 километров. Теперь участь нейтронной звезды тихо следовать по небосводу, пока она окончательно не остынет. Однако мертвое светило неожиданно проявило характер. В течение нескольких лет наблюдались изменения спектра и температуры RX J0720.4-3125. Причина столь странных событий пока неизвестна, но астрономы пытаются разобраться в этой удивительной истории. Возможно, разгадку скрывает окружение светила. RX J0720.4-3125 – одна из великолепной семерки, группы изолированных нейтронных звезд, которые находятся относительно близко друг к другу. Когда в одну компанию собирается столько сверхплотных объектов, то всякое может случиться. Не менее удивительные события происходят с галактиками NGC 2207 и IC 2163 в 81 миллионе световых лет от нас. Они тоже относятся к соседям Сириуса, расположившись в глубоком космосе созвездия Большого Пса. Эти галактики столкнулись между собой и сейчас изо всех сил пытаются отхватить как можно больший кусок друг друга. Какой из объектов окажется расторопнее и быстрее сожрет соседа? NGC 2207 – чисто спиральная галактика, а IC 2163 классифицируется как спираль с перемычкой. Оба объекта уже частично сомкнулись друг с другом, образовав слабое внутреннее кольцо вокруг центральной перемычки. Удлиненный спиральный рукав, меньший из галактик, IC 2163, более крупный сосед растянул своей гравитацией как резинку. И теперь большая галактика безжалостно вытягивает звезды и другой материал из маленькой. Из-за этих катаклизмов оба объекта наполнились огромным количеством газа и пыли. Материала много, и галактики, не теряя времени, прямо во время слияния начали быстро зажигать звезды. В последние десятилетия эти неспокойные космические соседки также не раз озаряли небо сверхновыми. В NGC 2207 с 1975 по 2019 год произошло 5 вспышек, а в IC 2163 с 2017 по 2018 – 2. Со вспышками и другими катастрофами связана близкая к Сириусу очень живописная туманность – Sharpless 308. Она окружает чрезвычайно горячее и яркое светило – IZ Большого Пса.
который относится к звездам Вольфа-Райя. И Z большого пса в 620 тысяч раз больше, чем Солнце. Значительную часть своей энергии звезда испускает в виде ультрафиолетового излучения. Лучи ионизируют выброшенный материал и подсвечивают его. Пыль и газ в сиянии излучения звезды Вольфа-Райя приняли странную форму. Они создали нечто наподобие пузырчатой головы дельфина, вынырнувшего из космической пучины в туманности Шарплес 308. Эту область пространства так и называют «голова дельфина», и она находится в центральной части созвездия Большого Пса в 4530 световых годах от Земли. Очень далеко. Но мы вряд ли пропустим туманную область в пути. В самой длинной точке она занимает значительный кусок пространства, диаметром около 60 световых лет. Голова дельфина состоит из материала, выброшенного из массивной центральной звезды Вольфа-Райя около 70 тысяч лет назад. И Z Большого Пса очень молодая, однако находится на поздней стадии своего эволюционного цикла. Она теряет массу ускоренными темпами, как и все звезды Вольфа-Райя. Светило до сих пор в 30 раз массивнее Солнца, но совсем скоро, по меркам Вселенной, закончит жизнь вспышкой сверхновой. Карликовая галактика Большого Пса тоже связана с объектами дальнего космоса созвездия, по которому мы путешествуем вместе с Сириусом. Ее можно назвать спорной космической недвижимостью, а смотреть объект какому-нибудь условному покупателю с Земли было бы нелегко. Карликовая неправильная галактика – сложный объект для наблюдения. Она находится в 25 тысячах световых лет от Земли и в 42 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Но проблема для астрономов не в этом расстоянии, которое, конечно, очень велико. Хуже, что галактика находится за плоскостью Млечного Пути и скрыта от наблюдателя звездами, пылью и газом. Тем не менее, кое-что о ней выяснить уже удалось. Так точно известно, что карликовая галактика богата звездами. Астрономы насчитали в ней около миллиарда светил, и среди них очень много красных гигантов. Впрочем, их прописку тоже можно назвать спорной. Где их дом? В галактике или в составе какой-то другой структуры? Причина неопределенности связана с тем, что природа карлика до сих пор точно не выяснена. Его чаще называют даже не галактикой, а объектом повышенной плотности Большого Пса. Некоторые исследователи считают это остатком галактики спутника данного созвездия, в то время как другие называют его частью Млечного Пути. С карликовой галактикой Большого Пса связано несколько шаровых скоплений, среди которых Колдуэлл-73 в созвездии Голубя, Мессие-79 в созвездии Зайца и другие. По одной из гипотез, эти объекты являются остатками системы шаровых скоплений, которые когда-то принадлежали карликовой галактике, а затем ее разорвал своей гравитацией более крупный Млечный Путь и проглотил хороший кусок галактического пирога. Так ли это? Астрономам доподлинно неизвестно, однако между нашей и галактикой Большого Пса, несомненно, есть связь. Речь идет о звездном потоке «Кольцо Единорога», длиной более 200 световых лет, который трижды огибает Млечный Путь. Некоторые астрономы полагают, что кольцо является частью диска нашей галактики, однако большинство исследователей склоняются к мнению, что звездный поток вытянут из карликовой галактики Большого Пса приливными силами Млечного Пути. Если это так, то существует некий мостик, который приближает нас к Сириусу, самой яркой звезде в ночном небе. И Сириус действительно становится к нам все ближе из-за орбитальной механики Млечного Пути и грандиозных гравитационных сил, действующих между звездами. Сириус летит к Солнечной системе со скоростью 5,5 км в секунду. Ожидается, что при максимальном сближении он будет находиться на расстоянии всего 8,18 световых лет или 77 триллионов километров от нас. Астрономы использовали данные спутника Хипаркос для этого прогноза. Исследователи вычислили, что самое близкое соседство с Сириусом наступит примерно через 46 тысяч лет. Тогда он еще сильнее засияет в нашем небе.
Наверняка Сириус будет смотреться при взгляде Земли просто потрясающе. Но не окажется ли опасным столь тесное сближение с большой горячей звездой? Светило массой 4 нониллиона километров – не лучший сосед, прежде всего для наполненной различными формами жизни Земли. Астрономы утверждают, что насчет этого мы можем быть спокойны. Согласно текущим исследованиям, Сириус не подойдет к Солнечной системе на опасно близкое расстояние. Так что и в будущем можно спокойно любоваться красотой звезды, которая разноцветной новогодней гирляндой сияет у нас над головой. Когда-то, впрочем, все будет по-другому. Сириус начнет удаляться от Солнечной системы. Постепенно он уступит титул самой яркой в нашем ночном небе звезды бело-голубой Веге из созвездия Лиры на расстояние в 25,3 светового года от нас. Но все это произойдет лишь через 200 тысяч лет.